Дорогие коллеги, дорогие друзья, добрый день! С вами новый выпуск «Новой эры», посвященный нижним отслойкам сетчатки, в основном с нижними разрывами. Мы, конечно, соскучились по нашей любимой витреоретинальной хирургии. У нас была большая пауза, мы снимали другую нозологию. Но сегодня с нами прекрасные хирурги, витреоретинальные и не только. Разрешите вам представить наших сегодняшних гостей. Прежде всего, разрешите познакомить вас с Русановской Анной Владимировной, кандидатом медицинских наук, работником городской московской больницы номер 52. И Анна Владимировна занимается, соответственно, не только витреоретинальной хирургией, правильно я понимаю, но и катарактой, и глаукомой, в общем, всем профилем, который позволяет делать московские городские больницы. Здравствуйте. Здравствуйте. И второй наш гость — это Захарова Екатерина Николаевна, наш коллега не только по цеху в офтальмологии, но и в популяризации образовательных программ. У него свой блог о витреоретинальной хирургии ВРС, если правильно, да, ВРС, или расшифровать полностью. Вот. И, соответственно, также врач, офтальмолог городской больницы Иноземцева. Добрый день. Здравствуйте. Спасибо большое за приглашение. Обычно я по другую сторону баррикады, поэтому немножко волнительно, но очень интересно. Такая приятная коллаборация двух проектов. Как обычно, задаем нашим гостям вопрос. Вкратце, если можете, расскажите про ваш путь в офтальмологии, с чего вы начинали, с чего, Екатерина Николаевна, как вам пришла задумка вообще о создании вашего проекта, чего вы хотели добиться? У меня в практике ежедневно действительно возникают вопросы, на которые мне сложно найти ответы. И в доковидные времена у меня было такое хобби. Я ездила по разным и нашим клиникам московским, напрашивалась, и по заграничным клиникам. И я всегда в операционную приходила с готовым списком вопросов. Всегда терроризировала хирургов. А потом приезжала домой, и мои офтальмологи, друзья, мои коллеги всегда с интересом расспрашивали: это что сказал, это что сказал. И я поняла, что огромный интерес к этому, и вот надо что-то такое снять. Потому что всем интересно. Можно уточнить, врачей, которым задавали вопросы, никогда не раздражал большой список вопросов? Они мне это напрямую не показывали. Нет. То есть в основном... не такой большой, как я обычно. Он, конечно, меньше, но нет. Как пришли в офтальмологию? На 4-м курсе мне очень повезло. Я попала на цикл к Румянцевой Ольге Александровне. Вот, Царствие Небесное. Она была прекрасным преподавателем. И в доказательство этого у нас было 11 человек в подгруппе, из них 4 после ее курса пошли в офтальмологию. Поэтому... И когда она нас первый раз посадила за щелевую лампу и дала посмотреть нам пациента, и это такой был вау-эффект, потому что такая мне еще радужка красивая попалась, и сразу стало очевидно, что я хочу на эту красоту смотреть каждый день в своей практике. Вот. Ну и пошло-поехало. Здорово. Анна Владимировна? Можно сказать, что я попала в офтальмологию случайно. Да, и у нас было распределение в свое время, да, и я по распределению попала в офтальмологию, и первые полгода вообще не очень понимала, что можно с глазом делать, зачем надо было учиться 6 лет, чтобы потом показывать ШБ, МНК. В общем, решила попробовать, думаю, попробую, не понравится, перераспределюсь потом. И засосала. Мне, на самом деле, попались очень хорошие, невероятные доктора, вот первые мои учителя. Я начинала свой путь в детской офтальмологии. Первый месяц у меня ординатура был там, и там были абсолютно влюбленные в свою профессию врачи, которые говорили: пойдем посмотришь, там такое. Вот. И на самом деле, шаг за шагом, интернатуру еще проходила по общей офтальмологии. Меня пригласили работать в детскую травму. И год я работала в детской травме, и, конечно, там меня поразила вот эта ситуация. Это было в регионе, и у нас не было оборудования для того, чтобы что-либо делать с сетчаткой. Мы могли только зашить роговицу, и я тогда первый раз увидела какую-то ткань, которую я просто складываю внутрь глаза, и у меня закладывалась мысль, что, наверное, если с ней что-то сейчас сделать, то этот ребенок мог бы видеть. Вот. И это меня сподвигло на то, чтобы узнать все-таки, что с этой тканью интересно можно сделать. Был большой достаточно путь в ординатуру, потом в аспирантуру. В ординатуру я уже шла с таким интересом, с четким пониманием того, чего я хочу. Да. И психологически не так просто, когда ты уже врач.
уже, а потом снова возвращаться на стезю учащегося без каких-либо гарантий того, что у тебя что-либо получится. Но это такой выбор, знаете, когда говорят, что лучше пожалеть о содеянном, чем о несовершенном. Лучше сделать этот шаг в никуда. Ну и сейчас, наверное, я рада своему решению тогда, что я не осталась в хорошем, интересном месте с прекрасным коллективом, ну а пошла дальше учиться. Всегда очень приятно видеть людей, которые любят свою профессию, горят своим делом. Всегда заражаешься этим Да, от это правда. гостей также. Добрый день, дорогие коллеги, Эдуард Дмитриевич, Евгения Артемовна, дорогие гости, Анна Владимировна, Екатерина Николаевна. Сегодня у нас живая хирургия. На мой взгляд, довольно-таки интересный случай. Мы подбирали пациента со слойкой сетчатки. Я сейчас настрою картинку операционного поля. Вы мне скажите, как слышно, как видно, какие есть пожелания по качеству. Так, я так понимаю, пока мутно. Вот так вот. Угу. Так, уважаемые доктора, мы начинаем или какие-то нужны, Начинаем. скажем так, пояснения еще? Нет. Ждем вашей хирургии. Ну, так, мой дорогой, не двигаемся, все смотрим просто прямо. Ну, вот здесь вот мы видим Афакия. Была проведена операция в 82 году, да. Ну и пациенту, соответственно, он ходил, особо, в общем-то, не переживал. И потом у него возникла отслойка сетчатки. В данном случае мы планируем, линзу открываем, подшить интраокулярную линзу, ну и, соответственно, уже там решить вопрос отслойки сетчатки. Камеру все вводим. Камеру мы вводим, в принципе, все стандартно, как на факоэмульсификацию. Мы видим, что Ренат здесь, Рустамович, вообще-то- планируете что-нибудь? Да. Планируете что-нибудь делать со зрачком? Да, вот здесь очень хороший вопрос. Я планирую сделать что-нибудь со зрачком, потому что давайте мы просто посмотрим. Здесь вообще очень сильные вот такие вот спайки. И, по крайней мере, я хочу расширить вот такой вот у нас дефект для того, чтобы мы, во-первых, визуализировали шпатель глазное дно, для того, чтобы мы смогли сделать больше манипуляций. Спаечки я всегда стараюсь вот такие вот расправлять, потому что мы видим вот эта вот запаянность, оно, в общем-то, и непосредственно будет мешать в дальнейшем, ну и к проведению вообще оперативного вмешательства. Случай интересный, мне кажется, потому что процесс довольно-таки старый. 25-й ножницы надо. Вот. У И пациента, пока мы- насколько я помню, Афакия послеоперационной с детства. Что? У пациента, насколько я помню, Афакия послеоперационной с детства. Удаление врожденной катаракты. Да, 83-й год. То есть это уже очень давно, в общем-то. Ну, как мы видим, что, в принципе, переживаний не было по этому поводу. Ножнички и шпателечек. Я обычно предпочитаю в данном случае все-таки подшивать линзочку транссклерально, потому что различные методики, типа, например, какие-то дополнительные шовчики и так далее. Вот, на мой взгляд, это ветра не есть правильно, потому что мы видим, что вот в данном случае сформировалась у пациента подача длительное время, диафрагма вот такая, причем она уже такая фиброзная. Вот. Тракционные швы — это хорошая вещь, на мой взгляд, это все-таки никак не будет профилактировать полный выход силиконового масла. Поэтому, в общем-то, самое лучшее, на мой взгляд, все-таки подшить линзу, чтобы мы получили единую такую, в общем-то, систему поддержки. Здесь кто-то может сказать, ну, вообще-то можно линзу просто бросить на капсулу Rexis и все. Теоретически это тоже возможно. Дайте камеру сейчас нормально. Но мы прекрасно понимаем, что абсолютно любая линза, особенно если мы рассматриваем гидрофоб, все-таки приводит к тому, что происходит трение об радужную оболочку, а это приводит к тому, что будет у нас пигмент, шпатель, выбиваться, что может в дальнейшем привести и, конечно же, к глаукомному процессу. Поэтому здесь, в общем-то, какой-то такой метод альтернативной фиксации, на мой взгляд, более приемлемый и правильный.
Ренат Рустамович, подскажите, а вы планируете мешок удалять полностью? Нет, я не хочу мешок удалять Мгм. полностью, именно из-за того, что процесс довольно-таки уже старый. И Мгм. здесь у нас происходит, в общем-то, еще такая вещь, как спайка непосредственно с цилиарным телом, и это дополнительно все-таки травма будет цилиарного тела, что, в общем-то, мы можем только ухудшить, в общем-то, эту ситуацию. Я просто почему спрашиваю, в случаях, когда у нас планируется силиконовая тампонада и есть склеральная фиксация линзы без мешка, скажем так, нет ли Ага. рисков выхода силикона в переднюю камеру? Как вот в такой ситуации поступать? Еще раз вопрос, скажите, пожалуйста, плохо слышу. Я к тому, что если у нас, например, планируется операция с дальнейшим силиконовой тампонадой, и при этом необходимо выполнить склеральную фиксацию, то есть мешка у нас нету, нет ли рисков того, что силикон выйдет в переднюю камеру? Риск есть вообще, если честно, всегда. Но здесь надо понимать следующее, что мы должны этот риск просто минимизировать. Вот на мой взгляд, он действительно минимизируется, если все-таки идет трансфлеральная фиксация. Потому что мы линзу подшиваем определенном все-таки, что в результате приводит к тому, поверхность линзы сдерживает именно силиконовый пузырь. Силиконовый пузырь имеет все-таки поверхностное натяжение. И эффект получается, на мой взгляд, гораздо лучше, чем другие способы фиксации. Ну вот, например, если мы возьмем фиксацию к радужке, тоже довольно-таки очень хорошая такая вещь, но надо понимать, что в данном случае, если, например, мы 20 давление, если мы, например, фиксируем к радужке, то у нас есть большая, в общем-то, угроза того, что будет сдвиг иридо-хрусталиковой диафрагмы, вот этого конгломерата вперед, потому что силиконовое масло, еще раз повторюсь, имеет поверхностное натяжение. И это, конечно же, будет приводить тоже к некоторым моментам в плане того, что ослабляется передняя, скажем так, диафрагма. И, соответственно, потом, может быть, даже понадобится иридотомия в некотором случае. Коагулятор. Ну вот я спаечку здесь подрезал. Хочу показать тоже один из вариантов, как, в общем-то, мы 20 со спайкой, когда ее подрезаем, в общем-то, боремся. Можно использовать обычный диатермокоагулятор, и, в принципе, эффект довольно-таки хороший. Подшиваем. Так, мезотон дайте мне еще, пожалуйста. Ну вот, в принципе, мы расширили окошко. Я думаю, что сейчас мы будем линзочку подшивать. Дайте еще ретрактор. Давай мезотон. Ага, ретрактор. И линзу готовим. Я предпочитаю, в общем-то, всегда проводить трансфлеральную фиксацию в этом случае. И постараемся ее, в общем-то, за вот такой наш самодельный капсулорекции завести, чтобы это все красиво смотрелось. Все это выглядело как обычная артефакия. Ренат Рустамович, чуть повыше Что, сместить еще раз? изображение. Так, да? Чуть повыше Отлично, сместить, отлично. да, ага, Так, линза. центровать. И хотела у вас спросить, какую линзу планируете еще раз. подшивать и ваше мнение по поводу подшивания различных моделей ОЛА, особенно в комбинации с витреальной хирургией с дальнейшей? Мы будем подшивать линзу синтезис. На самом деле, по опыту скажу, что не принципиально, какую линзу мы подшиваем. Дело в том, что подшить можно абсолютно любую линзу. С абсолютно любой гаптикой. Черный виск, эластик, смарт-виск. Угу. Вот. Но в данном случае вот мы взяли О-образную гаптику, ну хотя еще раз повторюсь, это не принципиально. Порекапсульный пульсет. Мы, в общем-то, используем методику двухтоннельной техники, ну можно, в принципе, использовать абсолютно любую. Еще раз повторюсь. Но вот в данном случае мы, например, линзы некоторые бывают модельки мягкие. Я, в общем-то, не очень люблю с ними работать, потому что возникают тоже разные моменты по поводу фиксации. Бывает, линза прорезается. Вот. И в данном случае, в общем-то, на мой взгляд, чем линза жестче, тем лучше. Подачу надо перекрепить. Падает. Да. Здравствуйте. Ренат Рустамович, здравствуйте. А скажите, у вас 20. сейчас подача сколько стоит? Уровень подачи?
Вот обычно, например, я работаю на подаче где-то 35, даже под 40. С чем это связано? Ну, здесь довольно-таки, вторую заряжаем, довольно-таки все просто. Дело в том, что подача, которая вот у нас, давление вернее, которое мы видим, это на самом деле не давление внутри глаза, а это то давление или, прошиваемся, это то давление, которое у нас показывается в виде искусственной величины, разницу между притоком и оттоком, и датчик стоит еще плюс в кассете. Плюс надо понимать, некоторые хирурги говорят, я работаю только на низкой подаче, или там я работаю только на высокой. Но все еще зависит, наверное, все-таки от того, какую используют аспирацию. Кто-то использует, например, 400 вакуум, кто-то выше. Вот у меня всегда стоит максимально 650. И, например, та же самая подача, когда у нас давление, например, небольшое, мы ставим, да, для меня это не очень комфортно. Ну вот мы зафиксировали линзу, соответственно, с потолечек. Мы эту линзу сейчас просто переместим непосредственно туда, куда она, в общем, где она должна быть. За диафрагму. Да, да. Ренат да, Рустамович, да. добрый день. А подскажите, пожалуйста, какая у вас... Это гидрофильная линза Это у нас линза или гидрофобная? Гидрофоб. Я, в общем-то, считаю, что лучше всего подшивать гидрофобные линзы, потому что, ну, условие одно, естественно, я повторюсь, если мы не имплантируем на радужку, потому что, на мой взгляд, держатся и зарекомендовали себя. Хотя на самом деле разницы большой нет. Единственная особенность лишь в том, что мы понимаем, что гидрофильная любая абсолютно линза, это линза, которая может впитывать все в витреальной полости, и это, в общем-то, тоже такая не очень-то хорошая особенность. Мгм, мгм. Встречались ли в практике помутнения линз на силиконе гидрофильных вашей? Еще раз не слышу. Встречались ли в вашей практике помутнения гидрофильных линз, если они, ну, при силиконе, например? Честно сказать, я не видел такого большого процентажа помутнения разных интраокулярных линз. Есть несколько моделей, которые, в общем-то, мы знаем, показали, что они мутнеют со временем. Мгм, Но это именно как раз гидрофильные линзы. мгм. Ренат Рустамович, а вы в этом случае уже прям точно определились, что вы будете силиконовые тампонады, или вы еще будете думать в ходе операции? Нет, мы будем во время операции решать. В принципе, здесь мы должны понять вообще, какая у нас отслойка, потому что на самом-то деле при осмотре она очень такая фиброзненькая. И этот вариант, например, в принципе, мне ближе силиконовая тампонада. Хотя, в принципе, может быть, и посмотрим на газовоздушную будем использовать. Ну вот мы линзу зафиксировали, сейчас мы проведем ее линзу так, чтобы у нас была техника, скажем так, без узловой хирургии. Технику мы используем тоже довольно-таки давно. Там уже и диссертации защитили на эту тему, много докладов. Так, польем, посушим. Линза у нас стоит в центре. Особенность в том, что главное правильно вывести две основные точки, чтобы они были, в общем-то, в равноудаленном положении, чтобы они... Так, подсушивай. Вот, чтобы они были на одной прямой, и тогда, в общем-то, все будет очень неплохо. Вы проводники не используете, да, для приведения нитей? Я не использую проводники, честно скажу. Мгм. Линзу сейчас мы будем центровать, на линзу пока внимания не обращайте, потому что она у нас положение будет. Мы давно уже шьем без проводников. Угу, давай. Угу, слушай. Угу, отходи. Ренат Рустамович, как проще хирургам, которые только планируют обучаться подшивать линзы, как проще им вот определять эту точку выкола, выхода на склеру?
Ну, в общем-то, у нас многие хирурги шьют вот примерно по такой же технологии. То есть здесь есть некоторые секреты на самом-то деле. Вот. Первая особенность в том, что мы должны чувствовать выход иглы, то есть проводить просто прямую линию между иглой, если иголочка погнулась, мы и так разогнем, между иглой и между непосредственно выходом, именно точкой. И второй момент, наиболее важный, что мы, когда подшиваем, мы все-таки видим проминенцию и по ней ориентируемся. Что-то, кстати, нужно делать, если иголочка так погнулась? Не очень удобно. Просто вы Для ее подшивания. просто распрямляем ее и все. Без каких-то, скажем так, Мгм. моментов и все. Потому что если мы все правильно сделали, вот этот второй шов нам, в принципе-то, больше ниточка будет и не нужна. Сейчас мы точно так же фиксируем и верхнюю часть. Потом мы Чуть-чуть просто, изображение нужно перенести. Может. потом эту ниточку мы просто обрежем и все. Мгм. Я не очень-то хорошо вас слышу, если честно, помехи. Вы меня хорошо слышите? Мы вас очень хорошо слышим. Отлично, ну самое главное. Вот, то есть мы в эту же точку заходим, соответственно, к лимбу выходим. Иголочку мы просто разворачиваем. Угу, сушим. И в эту же точку заходим. У нас, ага. По этой тематике мы, кстати, да, слушай. У нас была защита, ага, слушай еще раз, стоп. Кандидатской диссертации у Григория Олеговича как раз силиконовая тампонада и афак. Ну вот мы линзу подшили, то есть мы смотрим, в принципе-то у нас швов и не видно, эту нитку мы обрежем непосредственно, эту ниточку мы обрежем непосредственно, сейчас мы их оставляем, потому что эти нити у нас нужны для центрации линзы. Вот. Ну и в принципе мы можем уже переходить на витреальную полость, смотреть, что уже там. Вот. То есть подшивание само, в принципе, оно не такое, скажем так, длительное по времени мы видим. Сейчас хочу обратить ваше внимание на то, что у нас капсула Rexis, вон наш сохранен, видно, да? Радужку поднял, то есть линзочка стоит там у нас, соответственно, как будто бы сделана факоэмульсификация когда-то. Ну, давайте просто положим вот так. Здесь у нас пусть, соответственно, все герметизируется. Вискоэластик. Обычный, ага. Ну и давайте посмотрим, что у нас там. Свет. Ну, вот такая у нас отслоечка сетчатки. Ретрактор. Так, я сейчас буду центровать картинку. Пожалуйста, вы меня поправляете, что так, что не так. Не надо. Так видно? Видно, но как будто бы хочется чуть выше и чуть пообъемнее изображение, потому что мы видим только один сегмент. Так, вы видите только один сегмент. По объемнее изображения Я думаю, здесь навряд ли вам особенности смогу зрачка с этим еще помочь. играют Да, роль, да. поэтому... Хочется выключить свет в студии. Тогда нас не будет видно. Так, давайте я попробую здесь немножечко стекловидное тело убрать, для того, чтобы прозрачность у нас сред была побольше. И я думаю, что прозрачность Тут, у скорее нас всего, мы будет предполагаем, что повыше. связано с узким зрачком, поэтому нам Да, зрачок полной узкий, картины да, не видно. Да. Вот это и тоже такая особенность в этом случае. Вот. Но, честно скажу, вот мы наработаем на машину Constellation. Честно сказать, нам очень нравится, но мне в частности, потому что, на мой взгляд, одна из лучших вообще разработок для витреотинальной хирургии, потому что мы видим скошенный вот этот вот наконечник, да, витреотом, что позволяет близко подходить к сетчатке. 20 тысяч резов, но и самое главное, на мой взгляд, вот в данном конкретном случае, это двойной такой вот контроль внутриглазного давления. Вот. Но есть еще одна вещь, на самом-то деле, которую я очень ценю,
это то, что у этой машины, в отличие, кстати, от других, есть такая особенность, что то есть двухлинейная подача. То есть в витриальную полость у нас может идти раствор и, соответственно, может идти при факоэмульсификации катаракты непосредственно в рукоятку. Вот. Обычно на других машинах мы должны использовать все-таки переключение, когда мы все-таки перекрываем, например, подачу в витриальную полость и делаем факоэмульсификацию, ну и наоборот. Здесь мы будем сейчас искать, конечно же, разрыв, все, в принципе, по классике пойдем. Я стараюсь картинку вот так вот выводить, чтобы вам было максимально доступное изображение. Ренат Александрович, а скажите, пожалуйста, вы Да. кинолог используете для окраски стекловидного тела при отслойке сетчатки? Я кинолог не использую при окраске, когда отслойка сетчатки, потому что, в общем-то, подъем... Во-первых, надо понимать, что когда отслойка сетчатки возникает, большой очень процент, что возникает и отслойка стекловидного тела. Но не бывает такое, что сетчатка вся у нас отслоилась, а стекловидное тело нет. Это первый момент. Второй момент, его, в общем-то, и видно, само стекловидное тело, вот как раз из зоны гиалоида. Вот я как раз хотел вот на это обратить внимание. Вот. Если, например, мы говорим о макулярной хирургии, если мы говорим о диабете, где очень важно рассмотреть все, так скажем, поднять гиалоид полностью, мы работаем в витреомакулярном интерфейсе, то однозначно окрашиваю всегда, но использую все-таки трипановый синий. Как-то он мне более привычен и для окраски сетчатки, и для окраски непосредственно самого стекловидного тела. Так, вот я первое, что вижу, сейчас я хочу вывести картинку, это разрыв на 12 часах. Видно? Нет? Вот он. Сейчас Нам я кажется, что отвожу. он на 11. Видно? Нам только кажется, что он на 11 по картинке. Ну, 12-11, хорошо. Пусть будет он давайте на 11:30 такой мы сделаем, как бы среднюю величину. Дайте. Так, мы будем использовать, конечно же, классические. Сейчас я его открою. Видно? Да, Смотрите, видно. какой. Так, коагулятор. Мы, естественно, его отметим. Сейчас я попробую, знаете, как его немножко дренировать. Кстати, рядышком еще один. Вот мы его будем так дренировать, чтобы у нас немножко опала сетчатка, потому что очень она такая у нас сильно приподнятая. Да, все, я вас слушаю внимательно. Прям. Ренат Рустамович, в ситуациях с таким узким зрачком не бывает желания поставить ирис ретрактора? Или квадрат Малюгина, возможно? Всегда бывает. У меня, я вам скажу больше. Я обычно и ставлю ретракторы, но здесь большое есть но. У нас плотная передняя капсула, ну, передний-задний, скажем так, листок, да, который спаялся. Вот, а из-за того, что он плотный, у нас, соответственно, и возникает такая проблема. То есть мы поставим ирис-ретрактор, мы расширим зрачок, а толку, скажем так, большого не будет. Мы будем видеть линзу и капсулу мутную. Все. Угу. Когда капсула не столь мутная, конечно же, всегда я ставлю ирис-ретракторы, крючочки. Это прям моя любимая тема, потому что все видно хорошо и все здорово. Давай, ждем. Вот мы сделаем отметочку. Так, уважаемые доктора, пожалуйста, если не видно, если что-то, вы мне, пожалуйста, говорите, ладно? Потому что... Нет, нам видно, просто всё-таки картинка стараюсь, небольшая, я думаю, чтобы что мы было вам потом это комфортно. увеличим. Что небольшая? Картинка просто сама небольшая ввиду особенностей зрачка, я просто думаю, что мы потом Ага. ее увеличим. Спасибо, Евгения Артемовна, вам. Так, ну, мы, соответственно, сделали отметочку. Сейчас мы будем поддавливать. Давайте, кстати, знаете, посмотрим с вами передний отрезок глаза, как он себя ведет. Потому что я скажу честно, я обычно никогда внимания не обращаю при таком способе подшивания. У нас линза всегда она стабильно находится, но давайте взглянем. Ну, вот видно, кстати, давайте еще висколастик добавим. Линза стабильна, у нас как будто сделана фата. И точки выхода здесь у нас их нет, здесь у нас их нет. Так. Угу.
Ну что, давим. Сейчас, подожди. Мы сейчас будем поддавливать, в общем-то, периферию. Переходим на режим бритвы. Режим бритва. Так, я сейчас буду выравнивать изображение. Так, видно поддавливание? Да, Видно. периферии видно. Ренат Рустамович, Отлично, на отлично. режиме бритва какие параметры резов и аспираций? Что? На режиме бритвы какие параметры резов и аспираций на Так, данном приборе? Вакуум у нас. Резы 20 тысяч постоянные, вакуум 60. Мгм. То есть вакуум еле-еле идет, и слава богу, потому что мы видим, что стекловидное тело в данном случае, оно у нас уходит, а сетчатка, в принципе, неподвижна. Дальше. Подскажите, пожалуйста, как давно заметил пациент отслойку? Вы, пожалуйста, не ругайтесь, я все-таки буду в этих вопросах придерживаться помощи ассистента. Звонок другу, как говорится, ладно? Когда он заметил? У меня ассистент сидит рядом, лечащий врач. Ау. Когда? Что там? Когда он заметил? Ухудшение зрения? Да. В 82 году вы должны. Нет, отслойка когда? Отслойки. Мой хороший, когда отслойка у вас появилась? Может, уже месяца 3 назад. Может, месяца 3 назад, пациент говорит. Ага, двигаемся. Контакт. Угу. Нет. Угу. А по структуре сетчатки видно, что она уже измененно-фиброзная, да? Видно, что не свежая. Сетчатка нет, кстати, бросаем. Абсолютно. Она довольно-таки, кстати, и не такая сильно измененная. Нам на Как видео будто кажется, даже что она вот и вполне не себе свежая, да. Мгм. Да, такая подвижная, Ну вот- прозрачненькая как будто. Да, она подвижная, все вот, пожалуйста. Очень много дистрофических очишков, вот здесь тоже на периферии. Так, подождите, не видно, да? Сейчас, подождите, выведу. Вот, ага, не видно, да? Сейчас, подождите, вы меня поправляйте, пожалуйста. Потому что у меня здесь поле больше. Так, видно? Нет, не видно. Не видно. Так, сейчас давайте. Я буду стараться. Видно сейчас. Дальше. Скажите, а вы когда-нибудь используете шандельеры для вообще отслойки сетчатки хирургии, чтобы сам себе поддавливать или... Знаете, такой неудобно? вопрос не очень-то мне нравится. Объясню почему. Я использую шандельеры, например, когда диабет, всегда, вот всегда просто. Вот. Если, например, сейчас, секунду. Если, например, отслойка сетчатки у нас, тогда, соответственно, как правило, если какие-то сложности, нужна бимануальная техника, тогда да. Вот. Но и то, в этом случае я все-таки прошу ассистента через 4-й порт, обычно ставлю его вот сюда, Мгм. здесь подачу и через тот порт, где сейчас подача, прошу все-таки светить. Почему? Потому что есть возможность все-таки попросить ассистента, и он вам поможет, то это будет гораздо проще, чем шандельер. Шандельер мне не нравится чем, но, естественно, это еще раз говорю, когда бимануальная техника. Чем мне не нравится шандельер в целом, потому что он всегда заваливается. И вот такое вот заваливание, соответственно, это вот, на мой взгляд, не очень комфортно для хирурга, то есть тебе надо постоянно его поправлять, постоянно за ним смотреть. В общем-то, когда опытный ассистент, он светит куда вам нужно, соответственно, это вам позволяет ускориться вообще в работе, ну и максимально эффективно все сделать. Ага, дальше. Согласна с вами, да. Ренат Рустамович, а можно Да. запоздалый вопрос по переднему отрезку? Как вы рассчитывали линзу и делали ли вы какие-то поправки на подшивание и на витрию? Мы, как правило, если в данном вот случае рассматривать данный способ подшивания, поправки не делаем, потому что линзу стараемся вывести в то положение, в которое она должна быть при артефакии. Вот. И, соответственно, получаем довольно-таки неплохие результаты. Это не, скажем так, ради даже какого-то пиара, а вот по факту. Вот. Если другие какие-то методы фиксации, например, используют там фиксация к радужке, ну, как вариант, тогда однозначно
но линза просто, хотим мы этого или нет, она будет все-таки ближе к радужке находиться, и рефракция будет меняться. Но здесь необходимо, конечно, ее уменьшать. Разные авторы говорят, в принципе, разные предложения. От 1 до 0,75 до 0,5 диод. На самом деле, мне кажется, это все больше зависит от того, скажем так, от индивидуальных особенностей хирурга, на каком расстоянии хирург шьет линзу. Вот, ага, давим. Это более, скажем так, является показателем. Так, вот сейчас видно картинку. Давайте вот так, что ли, держать. Вы меня поправляете прямо в эфире, потому что... Так, руку загораживаешь. Ага, вот так. Сетчатку Потому не что, видно, видно стекловидное здесь тело, особенность витреотом. узкий И зрачок, коснулись там линзой. Все, я сейчас линзы, да. В миллиметрах от лимба вы вкалываетесь на подшивание? Обычно 2 миллиметра. 2-2,5. Вот где-то так. Вот. То есть расчет линзы был по парному глазу, правильно, ПЗО? Либо Да, расчет Как? по парному глазу. Нет, да, нет. Расчет линзы мы делаем по этому глазу, по рефракции роговицы, по ПЗО. а где же центр отслоен был? По Пациент. парному глазу. Нет, он сказал по этому глазу. Нет, да, все верно. Нет, где отслойка, мы по парному глазу. А если просто подшиваем, тогда да, все верно. Тогда просто по этому же делаем. А при отслойке по парному, да, все верно. Тогда вопрос к гостям, раз они сами задали вопрос. А вы в своей практике с учетом АВИ-3 какие делаете скидки на линзу? Никаких. Никаких не делаем. Аналогичные. Как вы? Мгм. Да, есть работы, которые говорят о том, что там небольшая, меньше 1 дюйм, даже меньше Минус 0,1 0,5. дюйм. При АВИ-3 есть такие данные, все верно, абсолютно. Я просто здесь параллельно тоже слышу вашу дискуссию. Дело в том, что стекловидное тело, учитывая то, что все-таки преломление идет где-то в 0,5 диоптрий, вот, есть поправка, то, что при АВИ-3 делается именно тоже поправка расчета в линзы 0,5 диоптрий. Но, есть большое но, то, что, как правило, все-таки это никто не делает. С чем это связано? А с тем, что АВИ-3, она бывает разная, то есть на фоне чего была проведена. На фоне, например, отслойки сетчатки, на фоне диабета или ретрактомия, например, при макулярной хирургии. То есть здесь вот эти вот моменты, они и определяют, в общем-то, эту именно сложность расчета. Так. Вы сейчас вводите ПФОС до края разрыва. Я, да, ввожу ФОС, я сейчас хочу немножечко через этот разрыв, чтобы опала у нас вот эта вот отслойка, убрать субретинальную жидкость, вот, чтобы не делать новых каких-то форамонов. Какой вы планируете тампонад здесь? Если все будет по плану, то газовоздушная здесь, в принципе, так. Мгм. Больше как бы ничего-то и признаков для силиконовой здесь тампонады я не вижу. Вот у нас субретиналка будет сейчас выходить, это хорошо. Печатка будет у нас Ренат немножечко Рустамович, раз опадать. мы Да. заговорили о признаках несвежей отслойки, как-то качество и состав субретинальной жидкости может указывать на давность отслойки? Несомненно. Была даже диссертация, насколько я помню, уже давно, по-моему, Чайка Ольга Владимировна, она делала работу по поводу состава субретинальной жидкости при разных, как вы говорите, анамнестических данных отслойки сетчатки. И было доказано, что, конечно же, чем дольше отслойка, тем, соответственно, субретинальная жидкость более тягучая, более плотная. Кроме того, мы прекрасно понимаем, что субретинальная жидкость, если она остается длительное время, в общем-то, она является основой, пролиферативным таким вот моментом для развития субретинальных тяжей. Так, давайте-ка воздух мы запустим. Отлично. Угу.
Переходим сейчас в обычный режим витрио. Сейчас воздухом мы тоже отдавим всю субретинальную жидкость. Ренат Рустамович, сколько обычно по времени у вас занимает санация периферии? Скажем так, возьмем ситуацию с не очень выраженной ПВР, с тотальной отслойкой сетчатки. Слушайте, по-разному, очень сложно сказать, в общем-то. Я стараюсь убрать стекловидное тело максимально, да, но есть одна очень, на мой взгляд, большая особенность в том, что... Так, затуманило у нас, да? Давай, протрем, ага. Угу. Все, бросай. Особенность то, что идеально убрать стекловидное тело не получится, кто бы что ни говорил. Просто некоторые говорят, да, мы должны добиться того, что прям вот в ноль. Никогда в ноль вы не уберете. Потому что клиническая анатомия, она имеет некоторые особенности. Если мы говорим, что стекловидное тело крепится у зубчатой линии, то с точки зрения витреотинальной хирургии мы понимаем, что это вот не всегда так. Нет, отпусти. Вот как раз хотел обратить внимание, вот здесь вот запотелость у нас линзы присутствует, которая, соответственно, вот мелкие вот такие дисперсии дает ухудшение визуализации. Ну, вот так протренирую и все. Вот, стекловидное тело крепится где-то в 0,5, в 0,7 миллиметров ниже зубчатой линии и доходит до зубчатой линии. В результате вот мы часто, например, бывают разрывы и так далее, идут по кругу. И вот не у зубчатой линии, а немножечко более, скажем так, центрально. Это как раз точка, где начинает стекловидное тело именно крепиться. Ну вот максимально мы, в общем-то, убираем. Мы видим, что периферия у нас вроде бы приобретает уже такой максимально комфортный для нас и привычный вид. Сейчас достаточно хорошо видно разделение сред, то есть видно ПФОС, которая дошла до уровня разрыва, и сверху воздух. Отлично, отлично, отлично. Дальше особенность еще. Я убираю, обычно все-таки использую небольшие резы. Почему? Потому что в отличие от факоэмульсификации, от иглы, от рукоятки у витректора нет рефлюкса. Вот. Но если только там неправильно машина настроена, скажем так. Вот. Поэтому здесь нужно понимать, что если вы сетчатку цепанете, то, соответственно, будет сложно ее перфтор отделить непосредственно от витректора. Поэтому в данном случае резы, они действительно очень сильно вас спасают. И в некоторых случаях, пусть даже разрывчик чуть-чуть он увеличится, но вот этой вот проблемы у вас не будет. Ренат Рустамович, а вы здесь перфтор будете доливать до верха или только перекроете край разрыва, чтобы лазер сделать? Обычно я, честно сказать, когда тороплюсь, перекрываю только разрыв и все. Но когда у нас визуализация ухудшается, я стараюсь, конечно, побольше налить перфтор. Еще есть одна особенность в том, что иногда делаю проще. Например, лью перфтор выше разрыва, вот, например, вот до, скажем так, полсантиметра выше разрыва, а потом просто включаю воду. Вот, ну, чтобы была единая среда, чтобы линза не мутнела и было комфортно. Сейчас я постараюсь все-таки, чтобы была идентичная среда, чтобы вам было тоже хорошо видно, потому что визуализация здесь не очень хорошая еще из-за того, что происходит изменение линзы, запотевание ее так называемое. Поэтому да. Перфтор еще. Давай. Подожди. Ренат Рустамович, мы сегодня обсуждаем, в частности, нижние отслойки с нижними разрывами. Вот здесь обошлось все тем, что у нас в верхнем секторе дырка. Да. Но вот какая ваша тактика при нижних разрывах была бы? Нижние разрывы, это действительно тоже, на мой взгляд, интересная такая тема. Обычно мы делаем следующее. Ну вот, давай водичку включим. Сейчас хотел как раз показать по поводу воды. Ага. Вот, включаем мы просто воду и все, и не переживаем. Перфтор доведем так вот, и воздух уберем. Нижние разрывы. Ну, то есть, если у нас нижние разрывы, единичный какой-то разрыв, и все вроде бы неплохо, хорошо, вот тогда, соответственно, можем на газу выйти. Вот. Второй вариант, выйти на перфторе, буквально на 2 дня перфтор оставить, потом его убрать и, соответственно, понятно, что лазер коагуляцию провести, потом его убрать, соответственно, на воздух перейти.
Если более какие-то выраженные ПВРки сильные, витрактор на секунду, тогда, соответственно, силиконовая тампонада. Но если нижний разрыв огромный, ну, это действительно такая очень сложная тема в плане вариаций. Огромные, например, разрывы, тогда, естественно, делаем уже аритмиотомию. Ну что, лазер? Давайте. Мгм. Так, давайте посмотрим. Ну вот, у нас сетчаточка разлеглась, все вроде бы хорошо. А нет ощущения, как будто диск бледноватый немножечко? Диск бледноватый, Может быть, у причем нас- перераспределение макулярного пигмента, как таковой фовиолы нет. У пациента глаз амблиопичный, насколько я знаю, именно из-за того, что была проведена удаление хрусталика, он долго без коррекции, в общем-то, находился, вот, и не переживал. Мгм. Давай 110. Мощность 110 у нас, длительность 200, интервал 200. Параметры сразу. Так, ну давай поддавим на разрыв, чтобы было видно докторам. Ага. Сейчас мы поддавим, выведем его. Ага. Правее, правее, правее. Во, отлично. Так, ну вот, соответственно. Ага, отпусти. Потом мы сейчас, вот так, еще. Отлично. Отлично. Всегда начинаете со 110 мощности? Да. Всегда начинаю со 110 и увеличиваю ее. Но считаю, что для меня... Ну, мы должны понимать, что на разные машины, разная мощность, да? Но мы говорим сегодня о Constellation и всегда начинаю со 110. Если у меня, например, очень выраженные очаги, коагуляция, тогда я ее снижаю, могу снизить до 90. Если плохо ложатся, могу повысить. Если фиброз, например, какой-то еще. Но повышаю тоже, в принципе, где-то до 130. Если при 130 у нас коагуляты не ложатся, тогда нужно понимать, в общем-то, искать причину. Как правило, это фиброз, это перитональные или супретинальные тяжи. Естественно, надо все-таки добиваться тогда полного прилегания сетчатки, левее к 12, для того, чтобы все это дело, в общем-то, перекрыть. Так что сделать коагуляцию под 200 и просто сделать ее капитальной и все, нет, я так не делаю. По той простой причине, потому что вы должны понимать, что лазер-коагуляция это, в принципе, основной такой агрессор в дальнейшем для развития фиброза. Вот. И раньше, да, действительно, я делал, бывало, и, знаете, как говорится, в лихие времена и сплошняком, вот, что модно, красиво, сейчас нет, как-то я вот перешел на такую щадящую технологию. Отпускаем. Ну, вот А мы вот в сделали случае, всё здесь. Да, в случае с отслойками, насколько часто в дальнейшем после операции прибегают к транспапиллярной Мы лазер-коагуляции? всегда, вот я в частности стараюсь смотреть пациентов на наличие, ну или доктора в основном, конечно, смотрят, на наличие, в общем-то, необходимости лазер-коагуляции. Если у нас, и вообще ревизии периферии, если есть какие-то очаги на периферии, там еще что-либо, то да, конечно, мы в этом случае будем делать транспапиллярную лазер-коагуляцию. Если все хорошо, как говорится, ровно, ну тогда нет. Видно, да, что я линзочку подтягиваю для того, чтобы у нас здесь все было, как говорится, единым таким конгломератом. В переднюю камеру ничего не выходит. Мы, соответственно, переходим на воздух. Угу. Ренат Рустамович, вот- скажите, пожалуйста, да, вы да. всегда делаете лазерную коагуляцию на перторе или Еще газ раз, тоже еще иногда? раз, не слышу. Лазерная коагуляция. Вы всегда предпочитаете быть на перторе в этот момент или коагуляция на воздухе тоже проводится? Я предпочитаю Каких-либо делать случаях? лазер-коагуляцию на перфторе всегда, но если мы рассматриваем, например, огромные разрывы и понимаем, что эти разрывы у нас плохо ложится, например, вернее, тоже неплохо ложится, а мы плохо достаем до периферии, тогда я проксимальный край обжигаю на перфторе, дистальный потом на воздухе. Единственная мощность, конечно же, меняется в данном случае, потому что мощность, она у нас на перфторе, так скажем, зависит от того, что луч собранный, и она меньше, на воздухе она больше. Там сразу вы можете прибавлять смело плюс 40 и просто делать ту же самую лазер-коагуляцию.
Газ готовим. Ренат Рустамович, если у вас вот такой единичный разрыв и с лазер-коагуляцией проблемы, что плохо ложится, вы прибегаете в своей практике к криокоагуляции? Нет. Если у нас, еще раз просто повторюсь, если у нас плохо ложится, то надо искать причину. Плохо он ложится может из-за того, что там у нас субретинальная жидкость, тогда мы ее убираем. Второе это фиброз. Если фиброз, тогда мы тоже его убираем. Просто, на мой взгляд, залить, знаете, там силикон и оставить фиброз как есть и будь как будет, это абсолютно неправильно. То есть мы должны четко видеть, что сетчатка у нас лежит и понимать, что мы все сделали хорошо. Если у нас остается, например, субретинальная жидкость частично, то я ее не трогаю. Добивать полной эвакуации субретинальной жидкости, чтобы сушить ее прям вот в ноль. С чем это связано? Ну, любая субретинальная жидкость, если мы убираем полностью разрыв, перекрываем, она будет рассасываться. Ну вот здесь мы сейчас начинаем высушивать. У нас рефракция меняется, да, всегда при воздухе. Это, в общем-то. А вы у диска сушите всегда только витректором или переходите на какие-то более безопасные канюли? Ну, вы знаете, всегда витректором сушился. Вот. В данном случае, повторюсь, конечно, ваталкон, мне чем нравится с ним работать, витректоры, они скошенные, и окошко максимально низко находится около диска, и, в общем-то, оно в данном случае хорошо все убирает. Вот, мы высушились, в принципе. Ренат Рустамович, если бы в этом случае вы бы гипотетически предпочли бы линзу не подшивать, вообще ее не ставить, а просто сделать одну витректомию, ввести газовоздушную смесь, вот в ходе операции, если воздух у нас выходит в переднюю камеру, что от визуализации ждать? Так, секундочку, посмотрите, видно, да? То есть, в принципе, разрыв закрыт. Сейчас я постараюсь вывести. Саш, ты смотри, пожалуйста, там было видно хорошо. Я не могу же на экран и сюда. Может, подать? Сейчас мы выведем картинку. Небольшой дефокус. Видно, да? Вот. Так Разрыв видно, да. перекрыт. Все, вот, да. Вы, пожалуйста, поправляйте, потому что я это не вижу, если честно. Так, еще раз посмотрите, да? Все, глазное дно, переходим на передний отрезок. Правильно? Угу. Так, теперь еще раз вопрос. Если афокея, я решил линзу не пришивать, правильно, да? Да, поставить ее потом вторым этапом пришить, просто пока Не сделать буду я отслойку так делать. сетчатки. Вот. Не буду я так делать. Я всегда, я всегда сделаю все это лучше одномоментно. Я не понимаю, зачем разбивать на этапы то, что за один присест. То есть, как бы, ну просто я не буду этого делать. Я всегда это сделаю сразу. Я готовил, сейчас пройдем. Вот в данном случае мы видим... Наверное, здесь надо Да-да-да. упомянуть о хирургической подготовке, потому что у Ренata Рустамовича все выглядит очень быстро, легко, а, наверное, молодому хирургу одноэтапно было бы сложно сделать. Ну, просто, понимаете, я не понимаю, зачем. Лучше уж тогда на этапы делить, потому что мы здесь будем, в принципе, переходить, давление 25. Ага, мы будем переходить на другую проблему. Почему? Потому что мы будем, действительно, возникает ряд вопросов. Что делать, если у нас происходит выход воздуха в переднюю камеру? То есть, ну, теоретически можно, наверное, вискоэластик использовать тяжелый на основе гиалуронки. Например, там какой-нибудь смарт-виск. Вот, теоретически, да, но просто, как бы, зачем? Просто в моей практике, в принципе, я стараюсь, если что-то вы начали делать, то лучше уж сразу это все, как говорится, одномоментно. Вопрос больше гипотетический, что ждать от визуализации, если мы вот меняемся на воздух, чтобы сделать лазер-коагуляцию. Воздух уходит в переднюю камеру, воздух в передней камере, в заднем отрезке, что будет? Конечно, воздух будет уходить, во-первых, воздух будет уходить вперед. Вот. Соответственно, визуализация будет резко снижаться. Второй, наиболее значимый момент, то что радужка, она вся будет у вас подниматься, соответственно, ближе к роговице. А это приводит к тому, что, в принципе, будет закрываться угол, будет гипертензия. Вот. Ну, множество вопросов, которые, в общем-то, надо будет решать. Вот. А можно так сделать, чтобы их не решать. Скажите, а что все-таки, вот, если бы вы в этом случае просто поставили трехчастную линзу в борозду, что бы глобально поменялось бы?
Если мы ставим в борозду любую линзу, не обязательно трехчастную, то мы понимаем, что у нас, когда идет воздух, когда у нас идет силикон, например, силиконовую тампонаду, мы не знали, да, способ тампонады, то, соответственно, будет делаться нагрузка на линзу, и так как она у нас не фиксирована, она будет просто сдвигаться к радужке, и будет происходить сдвиг иридо-хрусталиковой диафрагмы. Все. Если мы сделаем неполную тампонаду, то криминального ничего не будет. Вот. В данном случае, если мы используем все-таки воздух на игле, надо трансклеральную фиксацию, тогда у нас линза сама по оптике, она получается блокирует вот этот вот выход перемещения силиконового масла или воздуха, и, соответственно, берет на себя основную силу вот этого поверхностного натяжения. Не более того. Леонид Антонович, вы шьетесь в 100% случаев? Что? Зашиваете склеротомию всегда? В 100% случаев хирургии? В том случае, если у нас стекловидное тело остается, например, макулярная хирургия, перитонеальный фиброз, то нет. Если у нас стекловидное тело удалено, вот как здесь, и мы видим, убрали порты, у нас сразу же, соответственно, начинает происходить выход тампонирующего вещества, то да. Ну, потому что ветру, воздух, оно будет происходить. Вот. Дальше я воздухом просто стараюсь добить тонус нормальный. Так, еще один шовчик у нас здесь пропускает. Шовчик. Все-таки здесь вы оставите воздушную тампонаду? Нет, или нет, газ мы будете газ добавлять? будем вводить, обязательно, обязательно. Угу. Газ мы вводим, да, давайте я сразу скажу по поводу газа. Газ мы вводим таким образом, в принципе, обычно где-то 0,5 кубиков газа С2. Этого, в принципе, при эметропии достаточно. По практике довольно-таки хороший результат, и, в принципе-то, никакого такого патологического расширения не происходит, и довольно-таки неплохо. Если миопия высокая, то там можно и побольше вводить, например, где-то 0,6 или 0,7 газа. Вот, то есть чистый газ. Еще особенность у газа есть такая, что газ на самом деле, мы говорим газовоздушная тампонада, но 100% он не смешивается с водой, с воздухом. Все-таки он себя ведет, на мой взгляд, как перфтороорганическое соединение, но только вот именно в такой воздушной форме, да, в таком агрегатном состоянии. Он все-таки перемещается на дно. И поэтому вот, ну, чем это доказывается? Если, например, перекачали газ, начинаем мы убирать его на следующий день частично, то он опять набирается до тех пор, пока мы полностью его не уберем. Вот. И в данном случае, если мы используем даже вот такую технологию, и мы газ вводим, а потом герметизируем порты, ничего плохого не происходит. Вот. И, как правило, это хватает на длительное время для хорошей тампонады. Так, еще, подождите, здесь, давайте-ка еще вот сюда, вот я шовчик один сделаю. К швам я отношусь очень, так, у вас четкость, давайте вот так сделаю. К швам я отношусь очень тщательно, потому что, на мой взгляд, лучше, знаете, тщательно их зашить, чтобы не было каких-то там последствий и, как говорится, уже быть спокойным. Мы витриалки часто отпускаем на следующий день, то есть поэтому у нас, если все хорошо, завтра пациент уже, соответственно, он идет домой. Леонид Антонович, я, наверное, пропустил. Вы пилокарпин, да, вводили в переднюю камеру? Все верно, я ввожу пилокарпин. Для чего? Два основных момента. Например, когда афакия у нас, мы просто подшиваем линзу для того, чтобы убедиться, что у нас нет тяжей стекловидного тела. И второй момент, чтобы все-таки радужка, она и линза блокировали, как диафрагма, выход воздуха в переднюю камеру. Газ. Сейчас мы будем еще дополнительно, в общем-то, стабилизировать, углублять камеру, как будто мы сделали факоэмульсификацию. Газ 0,5, С2. А какие-то особенности разрезов при выполнении склеральной фиксации, я имею в виду роговичных разрезов, есть или нет? В принципе, на вид вы сделали как при стандартной. Какие-то особенности выполнения роговичных разрезов при склеральной фиксации есть или нет?
По расположению, в принципе... Да, Роговичных? да. Вот стопит у нас здесь немножко. Может быть, расположение, глубина разрезов, Да, протяженность. нет, расположения нет, а как правило, они более длинные, я бы так сказал. Вот, именно для того, чтобы заблокировать максимальный выход. Но больше каких-то там особенностей. Мы проверяем вискоэластиком выход, герметизацию. Здесь у нас все нормально. Так, и теперь, в общем-то, мы посмотрим, что у нас с линзой. Линзочка здесь хорошо, здесь хорошо. Сейчас мы к склере прижимаемся и убираем нить. Не убрала. А как на узкий зрачок достоверно определить, что линза центрирована? Именно тем способом, что вы подтягиваете ниточки в разные стороны, убеждаете, что они... Мы это делаем до того, как использовать пилокарпин, выставляем линзу, вот, и потом уже, соответственно, только пилокарпин. И сейчас просто мы дополнительно уже смотрим, иногда по контуру линзы, под радужкой, ну, под вот этой всей мембраной, как она располагается. Вот, и все. Сейчас мы промоем конъюнктиву. Операция у нас здесь закончена. Ирина Александрович, просьба только сразу не выключаться. Может быть, вы обратитесь на камеру. Да, Мы да, хотели да, еще, может быть, вопросы задать. А там вот уже настраивают. Да, сейчас. Так, снимаю векорасширитель, картинку видно, все? Да, все отлично. Очень красиво. Отлично. Ренат Рустамович, спасибо большое. Хотелось бы и мне добиться такого уровня хирургии, чтобы спокойно оперировать и при этом также спокойно сидеть и беседовать и отвечать на все вопросы. Скажите, а почему вы выбираете введение чистого воздуха, чистого газа, а не прямую замену, как это изначально было вроде принято? Да? Как правило, все, да, очень интересный вопрос, потому что на самом деле способов замен очень много. Прямая замена, опосредованная и так далее. Я для себя выбрал по своей практике, что если мы работаем с газом С2, 0,5 его чистого газа хватает для достижения целей. Вот. Просто стал использовать не потому, что там почему-то я там против других способов. Абсолютно нет. Просто получается очень хороший эффект. Это метод, который избегает разные дополнительные действия, дополнительные манипуляции. И только поэтому. Это то же самое спросить, например, что лучше, трансплеральная фиксация или фиксация к радужке. Ну, каждый хвалит вообще свой метод на самом-то деле. Я всегда говорю то же самое, что спросить, например, чем лучше кушать, например, вилкой или палочками. Мы скажем вилкой, китаец скажет палочками. Но на самом деле отсюда результат не меняется, в общем-то. Главное именно результативность процесса. Ренат Рустамович, спасибо большое за невероятную хирургию. Очень понравилось. Спасибо вам. Подскажите, пожалуйста, а после операции, после операционного периода у пациентов, ведения пациентов после операции при ПВР выражено? Есть какие-то особенности или только капли вы назначаете, больше ничего? Вот мне, извините, я плохо прям слышу. Что после операции ведения пациента? После витры? Да, после витры, после операции у пациента с ПВР и отслойка сетчатки. Дополнительно какие-то препараты назначаете? Я вам скажу нет, по той простой причине, потому что мы сейчас уже перешли на то, что после операции, как правило, мы под конъюнктиву препараты не всегда назначаем. То есть практически пациентов ведем как пациентов после катарактальной хирургии. Я на той неделе был в Пермском крае, в Перми. Там как раз была тоже живая хирургия по трансплеральной фиксации ИОЛ. И очень был интересный вопрос, делаем ли мы внутривенные и внутримышечные инъекции пациентов в послеоперационном периоде. Вот, нет, мы не делаем ни таких инъекций, ни под конъюнктиву. Если есть какие-то особенности, например, тиндаль, условно говоря, или какие-то, скажем так, факторы, которые заставляют, в общем-то, доктора акцентировать внимание на переднем отрезке глаза, то да, несомненно, мы подключаем какие-нибудь противовоспалительные препараты. Но против пролиферации мы не используем ничего. Основная, в общем-то, цель, я думаю, что именно хирургию убрать именно все пролиферации. Спасибо.
Ринат Рустамович, ну мы, наверное, будем завершать. Благодарим вас за чудесную, очень Да. ювелирную хирургию, красивую, наглядную. Спасибо. Да. И мы переходим к обсуждению дальнейшего наших клинических случаев. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам за внимание. Да, благодарю вас, спасибо. Ну что, мы перейдем к обсуждению клинических случаев, наверное, и попутно будем обсуждать какие-то, задавать вам вопросы, обсуждать какие-то моменты. Итак, как мы говорили, сегодняшний наш выпуск посвящен тематике нижних отслоек сетчатки. И, ну, на самом деле, я думаю, что все прекрасно понимают, что бывают нижние отслойки свежие, бывают нижние отслойки старенькие, бывают нижние отслойки с разной локализацией разрывов. И хотелось бы спросить мнение наших гостей по поводу выбора тампонады как раз при нижних отслойках. Анна Владимировна? Вообще, в принципе, какие тампонирующие вещества, сначала обсудим, есть у нас в нашем арсенале. По сути, это раствор БСС, воздух, фос, газ и силикон. Кстати, ну, если вот идти подряд, раствор БСС в данной ситуации уже на данный момент применяют некоторые хирурги, есть и доклады, и некоторые даже публикации при применении PRP, закрывают разрыв PRP и потом не тампонируются. И в целом те единичные пока что доклады, которые были, говорят о том, что это возможно. В своей практике я пока это не применяла, но, возможно, мы придем к тому, что в каком-то будущем свежие отслойки локальные можно будет закрывать и вообще без тампонада. По поводу воздуха тоже возможно закрытие, если какой-то маленький разрыв верхний. Но сейчас это не наша тематика. Что касается нижних разрывов, это, конечно, фос, газ и силикон. Надо понимать, о каком нижнем разрыве мы говорим. К сожалению, чаще всего нижние разрывы — это 100% зрение и совсем не свежая отслойка сетчатки. Здесь отсутствие гравитации влияет на то, что очень долго поднимается отслойка сетчатки к макулярной зоне, и долго-долго она может оставаться незаметной. Поэтому, если вот стандартная ситуация, это, как правило, не свежая отслойка сетчатки, нижние разрывы, нижняя отслойка. Бывает отслойка сетчатки с нижними разрывами, если есть, как вот мы видели сейчас на хирургии, верхний разрыв и дополнительно еще нижний. Тогда, конечно, даже при наличии нижних разрывов газ — это тоже метод выбора. Ну и наиболее часто применяется силикон, и чаще всего, конечно, тяжелый силикон. Вот. Ну, здесь вот есть непосредственно таблица, допустим, по газам. 3 вида газов сейчас у нас есть в доступе: SF6, C2F6 и C3F8. В таблице показаны, на какое количество раз расширяется газ. Соответственно, в зависимости от этого мы можем делать слабо расширяющуюся концентрацию. Важно здесь, чтобы газ, попав в глаз, или вообще не увеличился, если нам это не нужно, а нам нужна длительная тампонада, например, или увеличился, но незначительно, перекрыв, допустим, там, убрав ту остаточную жидкость субретинальную, которую, допустим, если у нас она осталась. Поэтому мой выбор такой, если мы говорим о нижних отслойках сетчатки. Если я планирую закрыть нижнюю отслойку сетчатки, я применяю всегда C3F8. Почему? Потому что он дает полную тампонаду где-то в течение 1,5-2 недель. Если в правильной концентрации его ввести в глаз, то нижние поля будут закрыты долго. За это время успевает сформироваться лазерный коагулянт. Насколько, по вашим ощущениям, он расширяется еще дополнительно? Нет, это же зависит от того, какую концентрацию я вела. То есть если мне... Есть стандартные концентрации, которые указаны на слайде, а есть та концентрация, которая, допустим, мне нужна. Стандартно я разбавляю 1:6, если мы говорим о C3F8. Если мне нужно, чтобы закрылся прям полный низ, чтобы он подрасширился, в некоторых случаях, это еще зависит от размера глаза и так далее, могу развести 1:5. И тогда я там на видео покажу, как вводится, чтобы эта концентрация была четкая. Потому что вот в данный момент, в данной ситуации, когда мы закрываем, допустим, ретинотомии нижние или большие нижние разрывы, важно время тампонады нижней. Потом, конечно, там это уже в течение 2 месяцев он рассасывается больше по балласту. Но, по сути, это возможность избежать еще одной операции, если мы говорим об альтернативе силиконе. Вот это что касается применения газов при нижних разрывах и при старых разрывах.
Что касается силиконов, ну, если есть выраженный ПВР нижних отделов, то здесь закрывает, конечно, их нужно HD, по моему мнению, потому что нужно полное прилегание силикона к... Если мы не делаем ретинотомию, да. Если мы сделали ретинотомию, а тем более круговую ретинотомию, там, конечно, метод выбора 5000 силикон или 5700, те силиконы, которые длительно не эмульгируют или меньше эмульгируют. Если мы говорим о нижних несвежих отслойках с отсутствием ретинотомии, когда разложилась нормальная сетчатка, то для меня метод выбора все-таки тампонада тяжелым силиконом, чтобы не было между силиконом и сетчаткой мениска жидкости, чтобы не запускать дальнейший ПВР. Можно сразу вопрос? Вот выбираем между HD силиконом и ПФОСом все-таки? Или есть какая-то разница в физических свойствах? ПФОС гораздо более сильно давит. Угу. Да, но опять же, я должна понимать, насколько этот процесс ПВР запущен, насколько я могу, допустим, иногда делать так, что я ввожу ПФОС, и через неделю-две меняю его на воздух или на газ. Бывают и такие случаи. Но если я вижу, что ПВР довольно серьезный, я понимаю, что активность ПВР до 3 месяцев после операции может еще стянуть сетчатку. И если это предполагаю, то, конечно, будет метод выбора силикон. И потом, даже если я вижу пролифераты перитонеальной мембраны, при удалении силикона их просто сниму. Вот так. А как удаляете силикон тяжелый? При помощи 20-й канюли. 20-й канюля? Да, мы делаем один раз. За сколько примерно он удаляется по времени? 20-й быстро. Это, наверное, как 1000-й при верхней. То есть главное не взять 25 канюлю, и тогда там можно остаться одна операция на весь день. Но в целом я не вижу смысла бояться этого разреза 20 диоптрий, там 1 миллиметр в одном в квадранте. Потом мы зашиваем, и если мне нужно дальше работать, я ставлю порт рядом, и все, например. Не проблема. Вот так. В целом по тампонадам такая информация. А дальше, если мы берем вообще в целом нижнюю отслойку сетчатки, то для меня метод выбора, первый мой Рубикон, это, конечно, склеральное пломбирование. Это метод, который позволяет чаще всего прооперировать человека один раз и больше никогда его не видеть. Вообще мечта любого ветрительного хирурга, любой хирургии закончить одним входом. Потому что вообще для детей с нижними отслойками, для молодых пациентов с нижними отслойками в целом это метод выбора, который позволяет уменьшить в разы вероятность ПВР. И в целом даже для взрослого человека, если он пришел с нижней отслойкой и с разрывом, который можно уложить на пломбу, то даже в ощущениях самого человека, то есть человек, как правило, приходит с единичным зрением. Чтобы мы туда не закачали из других методов. Все равно зрение потеряется. Тампонады, да. То есть, здесь, если легла сетчатка, то он пришел с 100% зрением, так и уходит. Я разные виды уже ПВР брала на бисклеральное пломбирование, даже уже с кистами, то есть уже ситуация давно запущена. Но, как ни странно, всегда обговаривается с пациентом. Говорю, это будет первым этапом. Если мы будем видеть, что не ложится сетчатка, мы перейдем на витритинальную хирургию. Туда мы всегда успеем. Пока еще ни разу не приходилось переходить, даже в тех случаях, когда я видела ПВР и субретинальные какие-то мембраны, и думала, что, скорее всего, придется. Наше внешнее ощущение, когда мы транспапиллярно смотрим, и то, как сетчатка себя ведет в глазу, когда мы убираем субретинальную жидкость трансклерально, это 2 разных вещи. На данный момент, конечно, может быть, я, конечно, если полностью D2 не беру на эти вещи, но если это нижняя отслойка, пока что ложились даже с явно выраженными ПВРами сетчатки. Это какая-то другая ситуация, чем когда мы заходим вовнутрь глаз. Поэтому я прям такой в этом плане адепт именно эписклерального пломбирования, потому что сильно улучшает прогнозы по моему, уже 7-8-летнему опыту. И тут такой момент пломбирования, что наше поколение уже сильно редко пользуется скиппинсом.
И вот эта история, что, конечно, мы бы хотели сделать пломбирование, но надо встать, сесть, встать, еще в целом, чтобы хорошо видеть сетчатку с перевернутым к тебе в перевернутом изображении, когда человек не сидит привычно к тебе лицом, а лежит, и ты со стороны головы сидишь, надо иметь опыт. Поэтому, лет 7 назад, когда я уже в МНТК там во время аспирантуры Дмитрий Олегович Корченко показал эту методику, но он применял ее с топконом. Топкон позволяет делать эпискалярное пломбирование под микроскопом без дополнительного источника света. Это вот эта система ФИС, которая у них есть, она это позволяет делать. Когда я пришла работать в отделение, у нас не было на тот момент топкона, и мы попробовали это делать шандельерами. И оказалось, это очень удобно, даже удобнее, чем на топконе. Ты имеешь полное поле зрения. И в местах, где мы ставим шандельер, ни разу не было, слава богу, пока и уже столько лет каких-то тракций и так далее, и так далее. Поэтому вот видео покажу. Уже много лет я там рассказываю о том, что если нашим поколению и моложе ребята нас, не обязательно учиться. Это хорошо уметь смотреть на скиппинсе, но как будто бы пропала необходимость в этом. Имея многодиоптрийные линзы, смотрящие пациентов в основном на щелевке, мы редко смотрим их со скиппинсом, а при необходимости выполнить эпискалярное пломбирование можно использовать шандельер и обычную стандартную систему визуализации. Можем. А самое главное, что у вас спина целее будет. Ой, да. Я этой методикой не пользуюсь, у меня есть скиппинсы, у меня уже пояс есть уже для спины специальный, ортопедический, протрузии есть, и, к сожалению, а еще там же вопрос еще и стерильности, потому что одеть обязательно кто-то тебе одевает, или ты должен, есть такая специальная, там сшитая специальная стерильная перчатка, которую ты оставляешь здесь. То есть вот эти сели, встали, сели, это довольно неудобно. Я знаю хирургов, которые отказываются от эпискалярного пломбирования в пользу витрохирургии, потому Именно что просто из-за неудобства. эргономически это неудобно. Но в целом наличие использования шандельера в этом плане позволяет вернуть эту методику в наш арсенал. Хотела бы все-таки уточнить по поводу выраженности ПВР. То есть даже если вы видите нижнюю отслойку, условно говоря, не знаю, про какую классификацию ПВР мы сейчас говорим, я имею в виду нашу ПВР, где С и 5 типов ПВР, если мы про одно и то же говорим. Да, давайте так. Допустим, хорошо, С2 или какая-нибудь С5, С6, С4, С5, прошу прощения. То есть если вы видите отслойку сетчатки в нижних отделах с фиксацией какой-нибудь, с фиксированными складками внизу, все равно это будет выбор в пользу пломбы? Надо смотреть сетчатку так сложно. Иногда кажется, что складка фиксированная, ты начинаешь двигать глаз, а она не фиксированная. Она просто, когда человек сидит около тебя и смотришь в одну сторону, она просто складка. Ты ее видишь. Начинаешь двигаться, она раскладывается. Поэтому надо смотреть пациента. Конечно, если это жесткие складки, и сетчатка вообще неподвижна, там уже делать, в общем-то, нечего. Там уже мы идем и делаем, как правило, ретинотомию нижнюю. Но таких пациентов, может, было несколько человек, уже, которые с жесткими фиксированными отслойками. А есть даже те пациенты, которые имеют, видно, ригидная сетчатка, даже уже с кистами, что говорит о том, что сетчатка давно существует, отслойка, вернее, давно существует, такие ложатся. И как видно, что мы не знаем, сколько лет она существует, и некоторые пациенты ко мне приходят, если не говорить не о нижних отслойках в целом, 2 года точно уже отслойка сетчатки, а ты заходишь, она не сильно ПВРом закручена. А у кого-то через 2 месяца, 3 месяца уже все закручено. В общем, мы не можем судить как достоверно о активности ПВР по длительности отслойки. Все равно надо смотреть на человека. Поэтому если есть, видно, ригидность сетчатки, но нет вот таких тяжей. Даже бывает ригидность, и есть, видно, субретинальные какие-то уже линии самоограничения. Пошли, она одну прорвала, вторую. Такие вещи тоже ложатся. Конечно, нужно дренироваться, потому что, во-первых, вначале я не дренировалась, но это очень нервно для хирурга. Он потом входит 2-3 недели, ты смотришь, как потихонечку оседает. Да. Уже, в общем, но в целом я сейчас уже давно дренируюсь, и жидкость выходит прям, масло. Очень плотная, тягучая жидкость. Вы покажете, как вы дренируете? Да, там есть на видео. И в целом ты на следующий день уже понимаешь, о чем
речь дальше будет. Какой вы эписклеральной хирургии говорите? То есть это либо от случая зависит, либо локальная, либо круговая, либо Круговая это всегда никогда. Никогда всегда круговая. локальная? Никогда круговая, у нас сверхинтактный. Круговая, вообще очень не люблю тему круговой эписклерального пломбирования. Не понимаю метод его как бы приложения. Если у нас уже там есть ПВР активная, то надо периферическую ретинотомию, на мой взгляд, и делать, если это тотальная отслойка сетчатки. А здесь нет, всегда или это радиальное пломбирование, если мы не говорим, допустим, о нижних отслойках. Чаще всего нижние, там все-таки это какая-то такая дегенерация нижняя, а чаще всего это склера, какая-нибудь, не знаю, решетка. Чаще всего это сектор. Я была на стажировке в Швейцарии, и у них так принято, они всем отслойкам, даже свежим, всегда сначала кладут циркляж. Вот идут на витректомию, всегда 20 минут это занимает времени, мы лучше положим. И как они это абсолютно объясняют? всем. Это занимает всего 20 минут, а это нам большая потом, возможно, помощь будет. И абсолютно всем ее кладут. Да, это было интересно. На самом деле, витритинальная хирургия, посади там 5 хирургов, каждый будет Все говорить будут за свое. о том, что вот мой опыт самый лучший. Вот. Но в целом интересны такие встречи, потому что ты потом для себя что-то думаешь, так можно тоже. И, может быть, ты будешь это применять не так, как этот хирург, который тебе об этом рассказал, в какой-то своем случае, но просто понимание, что так вообще можно, немножко раздвигает твои границы, возможности вообще. Поэтому да. И к обеим гостям вопрос, раз мы заговорили про пломбирование, какой метод блокирования разрыва дополнительно используете ли вы потом? То есть это будет ли это цикл, будет ли это криво, или это будет транспапиллярный лазер после уже потом в каком-то отсроченном периоде? Ну, как правило, все-таки я криво сразу делаю, чтобы потом уже этого пациента не касаться. Если там, даже... Хотя я разговаривала с хирургами и старшими хирургами, которые много пломбировали в свое время. Кто-то говорит, что он со временем пришел к выводу, что лучше делать лазер после, что более нежные рубчики и так далее. Но пока то, что я получаю, мне нравится. То есть я интраоперационно контролирую, чтобы крио не выжигала сетчатку до первого побеления сетчатки, как правило. Вот, поэтому все-таки хочется закончить все одним этапом, потом не возвращаться к этому пациенту. Потому что дальше уже следующий пациент, следующий. В общем, так. Можно и транспапиллярный лазер делать после, когда уже... Но тогда нужно не сразу делать, где-то через неделю-две, когда уже сетчатка прям хорошо ляжет, чтобы хорошо ложились лазер. Екатерина Николаевна? Я тоже использую крио. Нам нравится крио, мы его часто используем. И даже если был бы лазерный хирург, я бы его не обременяла бы этой дополнительной работой, мы делаем крио. И я была на стажировке в Англии, там делают даже витректомию, единичные разрывы, они не делают лазер, они делают очаг крио. У него маленькие такие вот насадочки, очень деликатные, киллеровские, и очень красиво это смотрится. Но если один разрыв, и в ходе витректомии, если бывают какие-то сложности, сложный лазер положить, там начинается дилемма, либо там субрезинальную жидкость надо ПФО доводить, либо там лазер дотронулся до стекловидного тела, что-то припаялось, надо лазерный зонд менять, либо надо что-то поддавливать. Насколько проще просто взять зонд, сделать крио, все, пациента отпустить и не мучить. И если единично какие-то разрывы, немножественные, конечно, это ничего плохого в этом Я нет. соглашусь, я тоже применяю иногда, не так часто, но применяю тоже при витрохирургии на газу, правда, я это чаще использую, потому что лучше пусть поле зрения больше, крио, да. И в завершении, наверное, нашего обсуждения по поводу выбора тампонады хотелось бы, чтобы вы дали резюме, такое небольшое, короткое для молодых хирургов, какое положение тела использовать при разных методах тампонады. Мы говорим о нижних разрывах. Да, безусловно. Соответственно, если это газ, то я прошу пациента все-таки вниз лицом ходить, потому что если он поднимает нижнюю часть того газа, который у него есть, хватает, чтобы стампонироваться. А вот некоторые хирурги кладут вверх лицом, но, как правило, это ненадолго. Все равно они засыпают и падает подбородок. Поэтому сон вниз лицом перекрывает нижнюю часть при полной тампонаде. Вот. Ну, а, соответственно, если силикон тяжелый, на спине. У меня, на самом деле, немножко другое мнение по поводу тампонады в случае свежих отслоек. У меня в моей практике вообще было 2 таких переходных момента, после которых я перешла на такой довольно более высокий уровень, по моему мнению, хирургии. Первый случился на стажировке в Англии как раз в 2017 году. Пришел пациент с нижним разрывом, и доктор сказал, мы будем уходить на газовоздушной тампонаде. И на мои вопросы он очень удивился, говорит, а зачем вы вводите силикон? То есть у вас же пациент в послеоперационном периоде ложится на правый или на левый бок, и у вас разрыв на 6 часах, он блокирован. То есть нам самое важное,
важное, это первые сутки, когда на 70% формируется прочность спайки. И этого вполне достаточно. А второй момент у меня случился на интервью с Дмитрием Олеговичем Шкворченко, который сказал: а зачем газ? Нам же опять повторил вот эти данные, что нам важно только первые сутки. Он говорит, а воздух прекрасно с этим справляется. И вот сейчас почти все, 99,9% отслоек сетчатки, сколько бы разрывов не было, даже если они множественные, если я не вижу фиксированных складок, я всегда буду ходить на чистом воздухе, и результаты очень хорошие. Не бывает рецидивов. Нижние отслойки? Нижний разрыв. Мы говорим о нижнем разрыве. Да, нижние разрывы и воздух. Воздух. Пациент 2 часа вниз лицом, потом ложится в палате на правый или на левый бок. Всю ночь он спокойно спит на правом боку, на левом боку. Вы можете чередовать бока. Все. На следующий день переживайте, пожалуйста, подержите его еще. То есть находиться в положении на боку намного проще пациенту, чем находиться вниз лицом. Зачем вы мучаетесь? А он когда встает, как ходит? Быстро до туалета дойдите и лягте, быстро покушайте и лягте. Хорошо, там можно вниз лицом, но там как-то на боку, конечно, он не будет себе ходить, да, он может вниз лицом. Пожалуйста, просто максимально лежите. Первые сутки прям жестко, быстро в туалет сходите, покушать. Потом, нет проблем. Это свежие отслойки? Свежие, даже по ВРБ мы пробовали. То есть, если нет фиксированных складок. То есть вы реально видите достаточно много свежих нижних отслоек, люди приходят прям они, конечно, замечают, они не часто. где вы этих пациентов Мы работаем в скоропомощной больнице, и у нас есть, мне в какой степени повезло, потому что приходят пациенты со свежими отслойками. Нижние, естественно, они встречаются реже. Но если есть разрыв снизу, не обязательно вводить силикон или газ, потому что газ, он же тоже не безопасен. У нас был случай, когда мы ушли на допустимой концентрации. Через 2 часа на улице резко потемнело, началась гроза, атмосферное давление упало, газ расширился, пациентка пришла с выраженной болью, мы незамедлительно все нормализовали, подспустили, а у нее инцерта. ЦАС? Инцерта. ЦАС? Наверное. То есть, нет, я думаю, все-таки у нее не ЦАС, а все-таки у нее потом атрофичный белый зрительный нерв был. Наверное, все-таки нарушение кровообращения в системе зрительного нерва. Но это и быстрее операция идет, это и дешевле операция идет. Не нужно переживать за давление в послеоперационном периоде. Есть очень много статей на PubMed, где сравнивают тяжелый силикон и газ, и не видят никакой разницы при нижних разрывах. Есть много статей, где сравнивают газ и чистый воздух, и не видят никакой разницы. И мы так делаем уже очень давно. Результаты очень хорошие. И это не единственное мое мнение. Дмитрий Шкворченко, пожалуйста, тоже про это говорил. И про это сейчас много говорят где. И мы же стремимся к минимизации, к хирургии, Конечно. Пожалуйста, вот она вам минимизация. Но всем, кто боится, моя рекомендация — это попробовать 1-2 раза. У вас получится, и вы перестанете бояться. В целом вы любые отслойки не тампонируете ничем, кроме воздуха? Если она свежая. Да. Если, наверное, если будут разрывы на 4 часах и на 8 часах, наверное, в этом случае, возможно, просто из-за того, что эти отслойки попадаются довольно редко с такой локализацией разрывов, может быть, я уйду на C3F8 просто, чтобы перестраховаться, просто что там еще... чтобы неизвестно, на какой бок положить просто, да? Да, не знаешь, как держать, наверное, в этом случае, да. Но я просто сейчас была на конференции в Барселоне, на Евроретине, и знаю, что я приду к вам обсуждать этот вопрос. Я там сняла несколько таких маленьких мини-интервью с очень известными европейскими, американскими хирургами и задала им именно эти же вопросы. И потом, когда у вас выйдет выпуск, я это тоже выложу. Там вопрос, конечно, ответы разные, и некоторые, конечно, немножко шокируют, потому что есть хирурги из Америки, которые говорят пациентам 2 недели находиться вниз лицом. Ой-ой. И это это сложно, При тампонаде газом. Да. C3F8, да? Вниз лицом находиться 2 недели. И 2 часа тяжело пациенту вниз лицом побыть после операции. Нет, по поводу газов я, безусловно, согласна. То есть это или же это будет C2F6 или C3F8, но по поводу воздуха как-то, как будто бы немножечко боязно. То есть даже... всем боязно, а вы попробуйте. Вопрос в том, что когда смотришь этих пациентов, кому закачиваешь воздух, допустим, это, условно говоря, фиброз или макулярная хирургия какая-то, их смотришь буквально спустя уже несколько часов после операции, а воздуха там уже как-то не очень много, и нижние отделы не видны. Не соглашусь. Может быть, он у вас просто выходит, когда вы зашиваетесь или что-то, Я не думаю, знаю. знаете, в чем вопрос? В том, что когда мы берем отслойку, там полное удаление стекловидного тела. И, соответственно, внутри стекловидного тела у нас нет той жидкости, которая потом отдавливается газом, да, наверное, и согласна. натекает. Потому что, действительно, когда ты тампонируешь газом отслойку сетчатки, там нет такого количества воды, как при, допустим, любой макулярной хирургии, там уже через пару часов. Поэтому, думаю, это связано с объемом удаления стекловидного тела. У меня пациенты приходят и на 5-й день, и у них 2/3 может быть воздуха. Но он не так быстро рассасывается. При верхних разрывах это вообще 100% надо ходить на чистом воздухе. При нижних положение на правом, на левом боку, все будет хорошо.
Ну, попробуй. Я думаю, что для большей наглядности и подтверждения наших и ваших слов мы перейдем к обсуждению и просмотру видео интересных клинических случаев. Да, мы видим здесь пломбирование. Выполняется пациентке молодой с нижней отслойкой сетчатки. Видим, ставим мы шандельер. Уже подготовительно все взятые мышцы на держалку. Вот здесь крио разрывов. Видите, разрывы прям в одну линию. Это дистрофия сетчатки. Вот. И пациентка увидела, что что-то не так, только когда увидела сверху козырек. Вот. Пациентка беременна на момент видео, поэтому операция происходит под местной анестезией, под субтеноновой анестезией. В целом, сначала мы иногда, если высокая отслойка, мы сначала дренируемся, а потом крио делаем. Иногда можно вот так делать. Вот мы локализовались, наметили, где разрывы, по какой линии идут. Шов прошивается 5 нулей, полиэстер. Расчет такой: ширина пломбы плюс 1,5. Разница, расстояние между этими погружными швами. Да, погружными. Прошиваемся. В целом проводим ленту секторально, как мы видели разрывы. И вот момент дренирования. Дренируем субретинальную жидкость. Я использую острый чоппер. Он острый, но не режущий, поэтому он хорошо раздвигает сосудистую оболочку. Сейчас контролируем, насколько лежит сетчатка. Видите, то есть, в принципе, такая же визуализация, как при обычном видео. Вот вся сетчатка прилегла, вал давления выражен, все разрывы на валу. Убираем шандельер, и там зашиваем эту зону. Первые 2 года использования этой методики я криокоагулировала зону, где был шандельер, на всякий случай, в случае тракции, думала, есть. Уже лет 5 я вообще не коагулирую ничего, не идет тракция, ничего. Там обрезаешь обычными ножницами тот стеклоидное тело, которое выходит, когда мы убираем. Хотела как раз вот этот момент уточнить, оно же все равно будет выходить. Да, соответственно, потому что мы там еще же немножко вдавливались, поэтому борт убрали небольшое количество стеклоидного тела, ушли, мы его обрезали и зашились тут же, в принципе, вот так. Вот. И потом с конъюнктиву закрываем стандартным методом. Вот, наверное, на сегодняшний день для меня это метод выбора. И когда заканчиваются квоты, они заканчиваются у нас, и период с ноября по, наверное, февраль, тяжелый период для пациентов, это все можно сделать по ОМС, в общем, спасти человеку зрение. Это была отслойка сетчатки с гигантским разрывом верхним. Там почти на весь верх рубец. И когда мы удалили силикон, я вижу, что внизу есть легкое отстояние сетчатки. И к сожалению, плохо достаточно видно, но так, если присмотреться, есть прям к зубчатой линии, измененная зубчатая линия, и сетчатка над ней, прям валик такой над ней. И от нее тут тянется очень локальная отслойка сетчатки, так чуть-чуть отстояние. И стал вопрос, с одной стороны, сетчатка, центр лежит, пациентка хорошо видит, что с этим делать. Попробовала, думала, отграничить, насколько лазер ложится. И я вижу, что лазер ложится плохо, то есть та отслойка сетчатки не получится отграничить ее, и там она как-то рассосется. Это не та история. Поэтому я принимаю решение, что все-таки я сделаю ретинотомию и отсеку сетчатку от базиса, который ее тянет, чтобы все-таки дать шанс пациентке, что это ее последняя операция, что не придется потом. Потому что если оставить натяжение, даже ограничить лазером более проксимально и оставить это натяжение, оно будет прогрессировать со временем, и рано или поздно станет вопрос о ревизии. Поэтому я решила сделать это сразу. Достаточно не просто хирургически, потому что сетчатка очень близко к сосудистой оболочке, и тут важно не повредить ни в коем случае сосудистую оболочку, чтобы начнется кровотечение. Это оно тоже остановить его можно, но неудобно. Поэтому в местах, где я видела наличие ПВР, оно такое очень периферичное, локальное, я делала ретинотомию. Важно эти зоны
скажем так, когда уже мы уходим туда на периферию, хорошо обработать, чтобы не было таких затеков. Мгм. Это не всегда удобно, потому что мы видим, что артефакичный глаз, есть фиброз задней капсулы. Вот история дотянуться не всегда Мгм. хорошо. Вот, но при помощи ассистента это возможно. Вот здесь работаем на шейвинге, конечно. И здесь надо подобрать, с одной стороны, чтобы небольшая все-таки аспирация подтягивала сетчатку, чтобы не приходилось прям близко подходить, совсем близко к сосудистой оболочке. С другой стороны, чтобы не было сильной аспирации. И вот. Ну, здесь видим, лазер кладем. Довела потом я, в принципе, и так ложился лазер, но потом я в итоге довела до края аритмитомии ПФОС, Мгм. чтобы уже лучше понимать, что там вся жидкость оттуда ушла. То есть лазер вот эти ушки вы заводите выше зубчатой линии. Выше, да. Мгм. Ушки обязательно, это принципиальный момент, потому что иначе ушки могут тянуть. И причем вот в местах ушек пошире лазер должен быть сделан, чтобы там рубец был такой, чтобы он держал более Мгм. активно при наличии вот даже небольшой ПВР. Здесь, тоже не очень... Вот это вот я показываю этот момент именно непосредственно около ушек лазера. Неудобно, но все возможно. Заводим мы лазер прямо туда, на зубчатую линию, по сути. Здесь обычно я применяю, пятку в пол и лазер. Но в таких ситуациях прям единичными работаю лазерными прижогами. Вот. Ну и в целом здесь дальше я просто хотела показать, насколько достаточно большой, если обычно это 2-3, 2-3 линии прижога, то здесь пошире я пошла, чтобы опять же сформировать этот, учитывая наличие ПВР на периферии. А вот вы сказали, что лазером не ограничивается изначально, когда вы увидели вот эту приподнятость в нижних отделах. Мгм. Я поняла. То есть если лазер положить ниже, получается, медиальней приподнятости, там бы он лег, то есть в зоне Он бы прилежащей лёг, да. сетчатки, и также с двух сторон повыше ограничить. Если у нас сохраняется сейчас замена ПФОС на газ, Мгм. сейчас отвечу, иначе надо остановить. Вот. То, что у нас получилась лежащая сетчатка, как мы это можем... И вот я хотела показать методику введения газовоздушной смеси. То есть на 2 иглах, так называемая методика, когда мы полностью уже герметизировали глаз. Газовоздушная смесь тяжелее воздуха. Сейчас получается перевернутое изображение. Видите, пальцем я контролирую давление. И через 20-ку шприц разведенный газ ввожу, а с другой стороны воздух выходит. Таким образом я могу получить нужную, я буду 100% уверена, что в глазу та концентрация, которая мне нужна была. Если мы вводим просто через подачу, в любом случае в момент удаления подачи у нас меняется концентрация. В некоторых вопросах это вообще не принципиально, если это верхние разрывы, но для нижних разрывов, по моему мнению, это принципиально. Нужно будет еще попробовать ввести пациентов на воздухе. В данной ситуации я все равно бы уходила на газовоздушной смеси. Здесь аритмитомия. С высокой аритмитомией. Мгм. Вот я смотрю. И все. В целом сейчас мы убираем. Пациентка уже рассосался газ, сетчатка лежит. Уже прошло сколько? Это сентябрьская пациентка, почти 2 месяца. пока Тут всё C3,8 был. Да. Мгм. Вопрос. Вот в этом моменте, если начинается гипотония, где-то подфильтровывает, идет гипотония. Получается, что у нас выходит уже воздух чистый, а там остается газ. И мы доводим Газовоздушную смесь. газовоздушной смеси. Получается, концентрация газа уже больше в глазу. Нет. Почему? Нет, потому что не воздух уходит. У меня концентрация, смотрите, смысл полностью заменить воздух на газовоздушную смесь. Я беру 2 миллилитра, допустим, Нет, это я поняла. и выходит уже газовоздушная смесь. Нет, газ, он же тяжелее. Он идет вниз, воздух идет вверх. Правильно, но у меня объем газа в шприце больше, чем 5 миллилитров. Объем стекловидного эпителиальной полости 5-6 миллилитров. Когда мы сделали полную замену уже, то есть я прогнала 20 миллилитров через газ, внутри глаза осталась только смесь газовоздушная. Но она же тоже разделяется. Газ идет вниз, вы же сами сказали, он тяжелее, воздух идет вверх. Тут у нас какая-то подача подфильтровывает, воздух выходит. И мы загоняем снова газовоздушную концентрацию. Я думаю, чтобы она получается, разделилась газы. вот в таком, как вы говорите, нужно время. То
То есть мы только развели газ, она еще, то есть он в движении, все-таки он имеет определенную инертность. То есть если мы оставим пациента в положении на спине на какое-то время, то есть не только мы ввели этот газ. Есть какие-то данные, за сколько происходит это разделение? Нет, кстати, не интересовалась этим вопросом. Потому Нужно почитать, нужно интересный вопрос. Никогда при необходимости, во-первых, это достаточно редко происходит, потому что сначала все зашито, вот. А во-вторых, даже если это когда происходило, мы вводили газовоздушную смесь, не было на следующий день или через день каких-то вопросов по поводу усиленного расширения газа. Поэтому такой вопрос не вставал, но теперь интересно почитать, очень удобно встретиться с коллегами и себе в послеоперационном периоде как следите? Вы там, не знаю, капли назначаете, таблетку диакарба назначаете, либо вы потом через несколько часов осматы, как вы контролируете внутриглазное давление? Если у меня концентрация 1 к 5, и я могу предположить, что будет небольшая гипертония, то я буду назначать Дарзопт сразу. То есть сразу после операции и 3 раза в день стандартно. Вот. На следующий день осматриваю. Если мне там сильно, прям я сомневаюсь, могу еще в этот вечер, день посмотреть после операции, но, как правило, на следующий день. Так как работаю с газом много, очень много, наверное, это основное мой тампонирующий, воздух и газ, то уже есть какая-то, какой-то в этом плане практика. Я понимаю, когда надо что-то смотреть, а когда тут точно все будет хорошо. Вот. Если меня что-то беспокоит, я в этот день посмотрю, конечно, да. Вот. А здесь, получается, ретинотомия была на скольких? Не на 180, не меньше, получается. Зачем? Наверху все же лежало, там и так наверх было. И вот тоже от где-то 4 до 8, вот так. Наверное, может быть, от 7 от 5 до 7 вот так. Как делают в Англии, где любят крио? Они вот эти вот ушки делают крио, а потом делают лазер. Тоже, кстати, вариант можно, потому что даже просто с крио удобнее делать, потому что вот это завести этот самый лазер за ушки не всегда удобно, поэтому тоже вариант. Это он же? Следующий клинический случай, да? Это пациент с травмой, пробка шампанского в глаз, пациент с артефакией по анамнезу 8 лет назад, факоэмульсификация, молодой пациенту 35 лет. Причину фака непонятно, выписки нет. Артефакичный глаз, подвой хрусталика, гемофтальм, по УЗИ нижняя отслойка сетчатки. Брали гемофтальм, внизу видим, что да, действительно нижняя отслойка сетчатки, к сожалению, макула off, но она такая недавно off, только off. Поэтому делаем витрэктомию, убираем периферию. Сначала доводим в центр ПФОС, потому что центр видно, что недавно ушел, чтобы его не дергать больше. И смотрим, что верх довольно интактный, есть достаточно выраженные такие изменения в стекловидном теле, как это часто бывает при травме, тем более в артефакичных случаях. Видите, есть достаточно сильное натяжение, но при этом верхняя сетчатка полностью лежит, поэтому делаем обычную санацию периферии верху, дальше уходим вниз на нижнее дело сетчатки, и там мы, к сожалению, будем видеть, что там очень нехорошая уже и сама сетчатка, и нехорошая ситуация с тракциями, натяжениями. Разрыв произошел в данном случае сейчас вверх, видно, что довольно выражен. И видно, как иол двигается к нам на встречу витреотома. А по методике я все-таки предпочитаю сначала делать основные этапы отслойки сетчатки, если это невозможно и дислоцированный иол не мешает это сделать, а потом уже переходить к подшиванию перед заменой ПФОС на воздух. Для чего? Потому что радужка может отреагировать по-разному на наши манипуляции, сузится зрачок, и дальше будет уже гораздо сложнее работать на сетчатке, поэтому я предпочитаю все-таки сначала сделать полную санацию периферии, и дальше уже идти на работу с иол, подшиванием иол. Мы видим по всей периферии фактически у пациента есть дистрофические очаги, стандартная санация периферии. Сейчас мы видно, что уже к низу пошла более выраженное изменение в стекловидном теле. Там был гемофтальм, и мы будем видеть непосредственно, как мы убираем
кровь на периферии. Сейчас мы вот дойдем до разрыва. Разрыв произошел по вот, дистрофии сетчатки в момент травмы. Я могу? Тут что-то... не могу показать, да? Могу. А тут будет видно? Им не будет, нам будет, можете показывать. Ладно. Вот дистрофия, прям по нему прошел. Видно, что сетчатка, уже складка сетчатки идет к этой дистрофии. Сетчатка нижняя не хорошая, очень хорошая. Отмечаем, соответственно, место разрыва. И вот здесь тоже видно, что до зубчатой линии уже все стекло. Это потенциально ПВРная история. Поэтому максимально, что можно, убираем вот эти изменения стекловидного тела. Достаточно такая, не очень хорошо видно, потому что есть артификичный глаз и узкий зрачок достаточно. Здесь накидываем на линзу. Линза похожа, что natural. Накидываем на шейку линзы удавочку. Стандартно, как бы. Нижние, причем нижняя часть иол интактная, то есть внизу сохранились связки. Оторвалась только верхняя часть. Связок только вверх. Да, низ не трогали мы. Видно, что есть еще разрыв зрачкового края радужки посттравматичный, поэтому придется его тоже зашивать. В принципе, туда-обратно ход иглы. Я в этом плане предпочитаю все-таки использовать пока проводники. Для меня как бы более удобный вариант. Сегодня посмотрела, как оперирует Ренат Рустамович. Может, попробую тоже не без проводника, но для меня проводник, как бы, я точно знаю, что я попаду туда, куда мне надо, и здесь неудобно. Поэтому проводим вниз парацентез иглу, а потом обычно я это делаю 2,5 мм все-таки. В 2,5 мм через проводник провожу эту иглу наверх. И уже много лет я применяю все-таки методику Z-образного шва. Но это, по сути, та же методика, которую сегодня показал Ренат Рустамович, только вы не вскрываете конъюнктиву. Угу. Здесь, передняя капсула, край передней капсулы смещенно убираем его. И дальше я принимаю решение, что в связи с разрывом зрачкового края, с тем, что здесь необходим будет тампонад силиконом, зашиваю зрачок. Здесь, да, то, что я говорю, проходим трансклерально иглой туда-обратно. 2, иногда 3 штишка я делаю, смотря какой длины стежки удобно сделать. Если достаточно длинный, достаточно 2, здесь иногда 3. Скользящий шов на радужку в зоне разрыва зрачкового края. И дальше будем переходить на задний отрезок. Надо сказать, что вы увидите, что, несмотря на то, что линза подшита к склере, будет выходить воздух в переднюю камеру. При замене жидкости на воздух нам придется все-таки использовать вискоэластик тяжелый. Здесь стандартная ситуация. Я думаю, что, наверное, все так подшивают. В общем-то, радужки зашивают скользящий шов. Как правило, я делаю два узла, на одном не останавливаюсь. Кто-то делает один, достаточно, говорит. Сформировали зрачок, дальше уходим в задний отрезок. И учитывая, что мы внизу видели довольно выраженные ПВР, уже начавшиеся, учитывая, что травма в анамнезе, травма, как мы знаем, все это такой черный ящик, то мы принимаем решение о тампонаде тяжелым силиконом. И здесь интересно, сейчас вы увидите, как становится хуже видно. Этот как раз переход воздуха в переднюю камеру. Да. Но при этом немножко расширяется поле зрения еще больше. Имеется такой эффект, что потом, если поднастроить в воздухе, если есть воздух в передней камере, поднастроить саму систему, то становится в целом
возможно увидеть. Вот воздух в передней камере, вискоэластик приходится учитывать. Если бы мы заканчивали на газовоздушной смеси, я бы ставила воздух в передней камере. А вот, не вменяла бы его. И здесь вот тоже я, например, люблю использовать вискоэластик и на линзу сзади, если у нас запотевает линза, тоже сильно улучшает визуализацию. Интересный лайфхак. Вот. Но главное там не сделать большое количество. Нужно вот в начало линзы положить этот вискоэластик, и дальше он под давлением воздуха расползется. Потому что если много, начнет собираться. Вот. Ну, здесь. И вводить двухходовой канюлей. Многие могут не понять, вводить двухходовой канюлей, который ФОС вводишь, который... Нет, я вожу обычный вискоэластик. Да. Нет, я вожу обычный канюли, который мы в переднюю камеру вводим. Он уже будет вниз падать. Нет, не будет падать, потому что любой хрусталик, когда воздух имеет определенное как бы сродство с воздухом, и чуть-чуть вводишь вискоэластик на начало линзы, начало зрачка к тебе, и он потом воздухом туда разъезжается. То есть воздух фактически закатывает вискоэластик на ИО. И становится... Тут главное не переборщить с вискоэластиком, потому что если ты переборщишь, у тебя будут операции, не очень видно будет. Тут главное чуть-чуть прям. Достаточно обычная вот эта белая канюля, которую мы вводим вискоэластик в переднюю камеру, она прекрасно входит в 25 гейдж порт, поэтому это бывает удобно. Ну и все, здесь введение силикона, мы уже тут... Вот. Парень приходил когда в понедельник, 7 строчек он читает с коррекцией, но я радуюсь, но аккуратно. Через 3 месяца посмотрим, что будет с ПВР. В целом все. Блестящий, мне кажется, случаи и разность ситуаций, да, и это есть и травмы, и отслойки с ПВР как раз, мне кажется, прекрасно демонстрируют. Даже подшивание рассмотрели в целом. Получилось. Ну, я думаю, что мы будем переходить к клиническим случаям Екатерины Николаевны. Вот. Я, насколько понял, у вас 2 видео, 2 кейса у нас. Да, но небольшое предисловие. Это у нас, к сожалению, сейчас в больнице отсутствует возможность вести видеосъемку. И она отсутствует уже очень давно. И мне немножко стыдно. Я сейчас покажу довольно старое видео, но я его показала только на школе витролюсальных хирургов, где в зале сидело человек 20, и на Пироговском форуме, где в зале сидело человек 30. И мне, на самом деле, очень жалко, что мало кто увидел это видео, потому что сейчас дискуссия выходит на новый уровень. Очень много докладов сейчас вот как раз на этой конференции было о том, а нужно ли нам дренировать субретинальную жидкость с использованием ПФОС. Потому что идея такая, что если мы делаем без ПФОС, между сетчаткой остается под сетчаткой прослойка жидкости. И она, когда рассасывается, дает возможность сетчатке более плавно и атравматично встать на свое место, нежели чем мы все дренируемся и ПФОСом прижмем. И вот очень много докладов было. Были доклады, которые это подтверждали, были доклады, которые исследования это не подтверждали, но какого-то единого заключения еще нету. Поэтому мне показалось, что это старое видео могло быть снова актуальным. Я про это не моя идея, эту методику я услышала просто в старом видео американском, где 2 хирурга между собой общаясь и сказали, вот есть еще вот такая вот методика. И нам стало очень интересно, потому что я никогда нигде не слышала. Я спросила у 4 разных поколений хирургов витролютинальных, никто о ней не слышал. Я просмотрела литературу, нашу, иностранную, нигде ничего нету. И сначала стандартное. Производится окраска, производится индукция, убеждаем, что стекловидное тело отслоено. Задача наша — обработать периферию всю максимально, кроме зоны разрыва. Зона разрыва не трогается. Даже можно, если вокруг него мы обрабатываем, сделать склерокомпрессию, заблокировать зону разрыва, чтобы наша задача не трогать субретинальную жидкость. И затем, когда мы меняемся на воздух, субретинальная жидкость, она, когда граница доходит до разрыва, субретинальная жидкость, она начинает единым блоком выходить из-под сетчатки. И за счет того, что вокруг разрыва среда уже воздушная, то затекание БСС под сетчатку не происходит. Таким образом, она очень хорошо прикладывается, и не остается никакой остаточной жидкости, которая бы вот меня бы испугала, я бы захотела бы снова ввести ПФОС. Конечно, эта методика сложнее, она больше рисков создать ятрогенные разрывы. Она непривычная, нужно там аккуратно все это, но это все возможно. Сколько мы случаев этих сделали, у нас никаких осложнений не было. Все прикладывалось, и там, в принципе, ничего дальше интересного не будет. Я, наверное, уже следующее видео вам показала. Второе, да. И вот на этом видео видно, что большие пузыри во всех отделах, и когда пациент лег, центр открылся, и оказалось, что центр у него лежит. И тут, конечно, понятно, что нужно вводить ФОС, обезопашивать макулу, дренировать там пузыри, обрабатывать периферию, все делать стандартно, чтобы вот она не затекла в центр. Нам было интересно попробовать, было интересно заснять показательное видео. Сделали абсолютно по той же методике, как только граница воздуха доходит до разрыва, субретинальная жидкость единым блоком выходит. Здесь сейчас снова будет видно, что сетчатка прекрасно сама ложится на свое место, затекание БСС не происходит. Вот вы с витреотомом вы на аспирации стоите около разрыва? Без резов, просто единым блоком мы ее
За счет аспирируем. разницы сообщающихся сосудов, по типу сообщающихся сосудов выходит жидкость из-под сетчатки без ПФОСа в данной ситуации? Нет, просто она густая, когезивная, и она единым блоком как бы сама себя всю тащит. Даже если это свежая отслойка, достаточно густоты? Достаточно было, да. А вы сказали, вы не обрабатываете... Разрыв мы зону. обрабатываем в момент, когда уже граница подходит. Вот как только воздух подходит, мы начинаем обрабатывать разрыв, и жидкость начинает единым блоком выходить. Все, сетчатка раскладывается, и у пациента вот ничего не затекло у него в центр не отслоился, зрение там, по-моему, 7 строчек у него было в итоге. Я не говорю, что так надо делать всем, но знать об этой методике По интересно. вашему мнению, вот, по вашему опыту, какой точка приложения это у каких пациентов? Хорошо прям. Можно ее делать всем пациентам. Но если в ходе операции все-таки жидкость выходит и БСС затекает, ничего нам не мешает вернуться к ПФОСу, ввести ПФОС и делать как стандарт. То есть Либо не для вводить вас это ПФОС. сейчас стандартная методика? Нет, тогда на школе витрогенитальных хирургов, когда я это доложила, Денис Владимирович Петрачков и Олег Владимирович Унгурьянов, они отрицательно высказались, сказали, что могут быть какие-то складки фиксированные. Я перестала тогда так делать, хотя я не совсем согласна. Если мы видим, что есть большое количество жидкости, и мы переживаем, что будет складка, пожалуйста, вводите ПФОС, расправляйте. Если мы видим, что макула прилегла и там какая-то маленькая прослойка, можно уходить и так, пациент вниз лицом, и не будет складки, по идее, не должно быть. Мы не очень много пациентов прооперировали. Я говорю, мы от этой методики потом отошли. Но сейчас, в ходе вот этой новой дискуссии, я думаю, что я к ней, может быть, снова попробую вернуться. Это интересно. Попробую. А я вот хотел еще вопрос параллельно задать про санацию стекловидного тела. Если мы знаем, что нижние разрывы, верх также необходимо полностью санировать, даже если мы уйдем на газу или на воздухе, как вы предлагаете, да, например? Мое мнение, что всегда нужно предслойку все полностью очищать. И еще я заметила, что на живых хирургиях обычно показывают очень тщательную обработку периферии. В практике, вот сколько я ездила по клиникам, я вижу, что все-таки обрабатывается она не так тщательно, как принято об этом говорить. Вот. Я трачу довольно много времени. То есть бывают такие слойки, где довольно центральные разрывы, и потом все прилежит, это нужно все выбривать. И бывает, что можно и полчаса это все делать, санировать. Но, с другой стороны, не совсем понятно, что все-таки для глаза хуже, да, то, что мы немножко не так тщательно обработаем периферию, либо то, что я полчаса сижу и давлю глаз. Тоже такой вопрос. Но мы прям очень... Это основное. Анна Владимировна, у вас сколько занимает санация периферии по времени? Тоже я все-таки пока придерживаюсь твоего мнения, что максимально нужно убрать стекловидное тело по всей периферии. Более того, я, как правило, если мы не говорим прямо о молодых пациентах, а как мы уже поняли, как молодые пациенты все-таки у меня чаще всего идут на пломбирование, если это не гигантский разрыв, то если пациент там 50 лет и там где-то около этого, я меняю хрусталик сразу всегда, потому что, по моему убеждению, что важно еще убрать передние слои стекловидного тела, и я прям крашусь передние слои, убираю все, потому что вот эта передняя ПВР, самая неприятная ситуация, которая может быть, она гораздо меньше выражена, если мы сделали все-таки хорошую санацию стекловидного тела в передних отделах тоже. Поэтому на сегодняшний день я придерживаюсь такой методики. Но, как мы видим, вообще к стекловидному телу мы стали относиться гораздо проще, чем относились наши взрослые коллеги и наши учителя, потому что в эре до появления портов не убрать стекловидное тело, это было равнозначно получить разрыв в местах постановки, где ты работаешь. Вот. И, конечно, хирурги, которые начинали тогда, герои, на мой взгляд, и они гораздо более тщательно относятся вообще к стекловидному телу. Мы сейчас уже видим, что возможно делать однопортовую хирургию, можно вообще не убирать стекловидное тело, можно делать разные моменты, когда стекловидное тело остается. Но что касается именно отслоек сетчатки, я пока придерживаюсь мнения, что нужно максимально полностью санировать стекловидное тело. Мне еще, знаете, хочется такой вопрос обсудить. Я довольно часто слышу, и у вас тоже в проекте это слышала от других хирургов, что, и это как учат молодых, что нам ФОС нужно вводить до нижнего края разрыва, да, затем дренировать субрецинальную жидкость и обрабатывать периферию. Вот по моим ощущениям, так больше риска, что у нас во время склерокомпрессии создастся какая-то турбулентность, открепится маленький пузыречек ФОСа, и по этой линии как раз ему будет очень удобно по сетчатку залететь. Поэтому мы в нашей практике всегда вводим поменьше ФОСа, значительно меньше, чем край разрыва, чтобы вот этого избежать, мне кажется. До края разрыва, наверное, в момент уже ближе, который к лазеру идет. Ну, говорят обычно, молодые же слушают, что мы говорим, и говорят обычно, это я пересмотрела, и ваши выписки пересмотрела, там было так сказано.
Соглашусь, что можно иногда чуть поменьше ПФОС ввести. То есть я не сторонник того, что ПФОС нужно вводить во всех случаях. Иногда, на мой взгляд, даже если это касательно оптической прозрачности, то есть ПФОС же у нас поднимается вот маленькими вот этими капельками, он оседает на хрусталике, и хочется, наоборот, его убрать, и потом уже чисто на воздушной среде сделать лазер. Поэтому, на мой взгляд, ПФОС каждый раз вводить не совсем актуально. И был еще доклад, где говорилось о том, что ПФОС, он очень тяжелый, и чем больше мы его введем, он тяжелее и сильнее давит на макулу, и травматичен для клеток сетчатки, поэтому его вообще нужно очень мало вводить. Ну, такой спорный, конечно, вопрос. Ну, я к тому, что был просто такой доклад, такой мнение. По поводу травматичности макулы, ПФОС и так далее, сколько больших работ по поводу длительной тампонады ПФОС, а иногда пациенты уходят. Раньше же это очень вообще методика применялась часто и много, когда отпускали пациента на 1-2 недели, и сколько пациентов уходили потом по каким-то причинам, там у кого-то случался инфаркт или какие-то другие проблемы общие на 2, 3, 5 месяцев, и возвращались обратно с единицей зрения было порой. Поэтому влияние ФОСа... Может быть, было бы 1 и 2 зрения. 2 секунды на макулу — это такая история очень... Пока... Ну, то, что это обсуждается, это хорошо, но мне интересно, о чем будут говорить потом, ну, там, через год, допустим, вспомнят ли они об этом. Это интересно. И как они это оценивают? Мы же не можем провести электрофизиологию в моменте. Это предположение, которое мы можем... Ну, если он тяжелый, он, наверное, как сейчас в зале скептически к этому отнеслись, да, такое единичное мнение было. А еще мне тоже хочется упомянуть, вот тоже у вас, я слышала, как хирурги говорят, что во время операции, если мы плохо наклеили маску, то у нас начинает воздух идти, потеет линза, приходится там переклеивать маску, но это не всегда срабатывает, потому что есть пациенты, у которых очень сильное потоотделение, у них маска все равно так и отклеивается в итоге. И мне очень понравилось, я это увидела в клинике «Спектр», они маленький канцелярский вентилятор на прищепке прикрепляют к микроскопу. Если потеет линза, они его включают, и мы тоже купили. Очень удобно, я им очень благодарна, что это увидела. Ну, всем лайфхак, надо обзавести себе операционную, потому что очень облегчает работу. Единственное, подсыхает быстро роговица, и нужно часто ее висколастиком обновлять, но это не такая большая проблема. А вентилятор по поводу санпина, все вот это безопасность? Нет проблем, да, были вопросы, но ни одного инвертольмита нет, мы очень много делаем. А давно уже используете? Да, год лет 5 или 4, ну, долго уже, да. На микроскоп куда? Просто куда-то? Вот на ручку, там такая ручка есть, вот на нее прищепочка одевается, такая серая. У нас серая на калцейсе. Ну, на розетке нам обычно за 1500 рублей. Ну, классно, помощник такой. Ну, у нас, на самом деле, тема действительно очень дискутабельная. Мне кажется, мы постарались со всех сторон ее рассмотреть. Очень много лайфхаков, очень нюансов, да, молодым врачам подсказали. И традиционно в завершении нашей беседы мы бы хотели узнать от вас пожелания для таких как раз начинающих докторов с точки зрения хирургии, с точки зрения, может быть, профессионального роста, какие-то, может быть, жизненные напутствия. Вот если это возможно, да, чтобы их поддержать, направить. Может быть, начнем с Екатерины Николаевны. Я вспомнила еще один момент, который, мне кажется, важно сказать молодым. Я лучше вместо своих пожеланий лучше скажу этот важный момент. Я часто слышу, что хирурги говорят: у вас уже центр отслоился, у вас уже срочности нету, давайте собирайте анализ, давайте оформим квоту. Вот по последним данным у нас есть 3 дня, когда мы можем получить очень хорошее высокое зрение. И об этом важно помнить, когда пациент к нам приходит в пятницу, в конце рабочего дня с только что отслоившейся макулой. И я была на стажировке в Майами, там находится клиника, которая на протяжении, наверное, уже 18 лет занимает первое лидирующее место в стране, по мнению специалистов, и у них основное направление в том, что они максимально быстро оказывают помощь. Вот пришел пациент с отеком на первичный прием, они его в кабинет, делают ему анти-ВИГФ. Пришел в пятницу пациент со свежей отслойкой, они его сажают, делают ему со скиппинсом лазер, вводят газ, все, и он уходит, там в понедельник придет, ну, прилегла, не прилегла, уже будем смотреть. Вот, поэтому важно знать, что у нас есть только 3 дня со свежей отслойкой, что надо оказывать помощь незамедлительно, а не отправлять его на анализ или на квоты. Вот, а в пожелание я хочу пожелать, что очень важно, это относится к врачам, которые больше работают в городских больницах, что очень важно любить пациентов и относиться к ним так, как бы вы хотели, чтобы к вам относились врачи, когда вы станете пациентом. Вот, это очень важно, это ваш крест, если вы выбрали эту свою профессию врачебную, надо нести этот крест достойно. Вот, и хотела еще сказать, что где я очень много где была и что смотрела, и я нигде не увидела такого уровня хирургии, который я вижу у нас в России. Я очень горда за нашу офтальмологию, и у меня даже знакомый возил свою дочку на консультацию в Германию к очень известному профессору, а он удивился и говорит: а зачем ко мне приехали у вас в России, прекрасная офтальмология, я сам к вам ездил учиться. Вот, поэтому напутствие молодым — любить пациентов и не подвести нашу офтальмологию, которой мы очень гордимся. Это очень милое пожелание. Ну, тогда ваша очередь.
Я на самом деле соглашусь всеми руками и ногами за то, что отслойка должна оперироваться прямо вот в день постановки диагноза. И да, действительно, мы раньше имели возможность оперировать в день обращения пациентов. И в те года я забыла, что такое силикон в целом. Поэтому, и, конечно, визусы совершенно другие. Поэтому большая просьба. Понятно, что много зависит от организации всего этого процесса, но по возможности, чем быстрее пациент со слогостью щеки будет прооперирован, тем больше вероятности, что он будет видеть потом хорошо или очень хорошо. А что касается наших коллег молодых, наверное, я бы желала любить свою профессию, свою подпрофессию, потому что мое глубокое убеждение, что витриональной хирургией можно заниматься только по большой любви. И тогда ты не замечаешь там этих иногда часов, проведенных в операционной. Тебе интересно смотреть пациентов после, которые не ходят, даже через там уже много лет начала, как ты работаешь. И тогда, если ты это любишь, нет вопросов, нет опасности остановиться в развитии. Потому что, наверное, в этом нам повезло. Это та часть хирургии, которой мы всегда будем иметь больше вопросов, чем ответов. И смотреть вот такие, спасибо вам, появились такие проекты, как вы делаете, потому что в нашу бытность, когда мы начинали, не было ничего. И русскоязычных, вообще-то, литературы не было. Поэтому сейчас ребятам, которые начинают, есть возможность посмотреть основные тенденции, что кто делает в таких проектах, как вы делаете. Поэтому я вам желаю продолжать еще много лет. И спасибо за то, что вы делаете, ребята. Спасибо. Очень приятная обратная связь. Очень интересный выпуск. Приятно всегда поговорить с людьми, которые не просто соглашаются, а выражают свое мнение, бурно обсуждают. Это действительно рождает в тебе желание стремиться, развиваться как-то дальше, пробовать что-то новое, не останавливаться на достигнутом, как вы сказали. Поэтому надеюсь, что каждый из сегодняшнего выпуска почерпнет для себя что-то новенькое, интересненькое, какие-то хитрости подсмотрят, также наши зрители что-то узнают для себя обязательно. Поэтому будем завершать. Благодарю наших гостей за интереснейшую беседу, за такие прекрасные, очень порой сложные клинические случаи. Благодарим наших зрителей за ваше внимание. Надеемся, что выпуск будет для вас полезным. До свидания. Спасибо. До свидания. До новых встреч. Спасибо.